О, пока. Отвечать не буду, я на свой пошел. Удачного стрима. И тебе тоже. И тебе тоже, Голстон. Так, всем привет. Надеюсь, звук хороший. Вроде как звук настраивал очень-очень долго. Типа, ну реально долго я настраивал звук, короче. Не будем об этом долго говорить. И давайте-ка начнем, пожалуй. Не знаю, как вообще по скорости мы движемся в этой вот игре. Ну, там типа по скорости прохождения быстро, долго или как-то я не имею понятия. Может быть, вполне себе на таком, на спидранерском уровне чуть не движемся, может быть. Your formula. Но что-то у меня как-то закроилось сомнение того, что мы быстро движемся. Хоть вроде как долго играем и много играем в эту игру. И казалось бы, тут лишних боев и ничего такого нету. Типа как-то искусственная игра никак себя не продлевает в плане сюжета или там что-нибудь типа того. Типа часто бои тут не происходят, а вполне все умеренно. Ну не знаю. Я вот, например, слышал то, что дискастинг-мены, они прошли эту игру аж 2 раза. Дней так 3 назад, что ли. А игра как давно вышла, я уж не помню. Ну, короче, может они давно начали. Но факт того, что они прошли 2 раза, это же бред вообще. Так, блин, как проверить, что звук хороший, да? Блин, будьте добры, кто-нибудь напишите, что со звуком нормально или ненормально. Типа, стоит убавить, там, прибавить звук игры или микрофона, я не знаю. Как? Какой тут план у нас? Что дальше делаем? Некрономика, да. Мы идем к Кроху. Надо спросить у Кроха насчет клеймения, да. Там оккультист доколупался до нас. Короче, у меня есть одежда оккультиста, и там капюшон, все как положено, красное такое одеяние. Но он такой говорит, типа, покажи-ка клеймо свое. И мы там погорели, мы сказали, ща подойду. У меня там, типа, молоко убежало, и что-то в этом роде, короче, что-то такое тупое сказали и ушли. А они вроде как даже не погнались за нами. То есть нормально все прошло. Так, клеймо очищения, да. Известно ли тебе что-либо о клейме очищения? Прежде чем ответить, Крох с горечью оглядывает причудливый шрам, покрывающий его тело. Известно ли мне что-либо о них? Я заклеймен сотнями их. Вот, на лице у него, на теле, да. Да, глупый вопрос. Он, наверное, офигел от такого вопроса.
Вновь обращаясь к своему невидимому союзнику. Барзалтарк, временами мне кажется, что, убедив меня не убивать его, ты хотел сыграть надо мной жестокую шутку. Да. Крох продолжает недовольным голосом. Клеймо — это стена, которую шейхи возводят между тобой и твоим прошлым. Всем тем, что было тебе когда-то дорого, посвященным все, кто обычно получает 1-2 шрама. В редких случаях, где шейхи подозревают, что кандидат не хочет принимать истин их вера, число может быть увеличено. В разочаровании опускает голову. Хотя, уверен, абсолютный рекорд остается за мной. Но скажи мне, во имя всех властей, чего ради ты хочешь принять клеймо очищения? Вступи ты в ряды их безумцев, ты не спрашивал бы меня об этом. Что ты задумал? Мне нужно попасть внутрь Архамского кинотеатра. А, ты имеешь в виду театр костей? Из этого проклятого места прежними уже не возвращаются, тебе это известно? Так, сейчас. Крох, а ты можешь сделать мне не настоящее клеймо? Нет уж, так просто ты не отвертишься, а он продолжает с насмешкой голосом. Брат, поверь, если хочешь получить клеймо, тебе придется претерпеть все то же, через что прошел и я. Хотя, конечно, я прошел через это столько раз, что сам без труда могу провести необходимый ритуал. Но тебе, чтобы приступить к нему, нужно укрепиться и телом, и душой. На краткий миг вам кажется, что на лице Кроха отражается заинтересованность, ибо тебе придется дорого заплатить за участие в нем. Понимаю. Я еще вернусь. Ну нифига себе. Что-то лихо-то начали. Жестко. Вот так вот раз и все. Давай клеймо ставят на тебе. Весело, блин. Чего делать-то? Слушайте, а может... Блин, изгой мне никак не поможет, что ли? А, предложить солдату сигарету. Так, закуришь? Мертвый солдат механически берет предложенную сигарету. В окопах трудно раздобыть табак, сэр. Спасибо, сэр. Я о своих бойцах забочусь. Дайте ему прикурить. Да, просто дам ему прикурить. Сигарет никак не хочет разгореться, и вскоре вы понимаете, почему солдат больше не дышит. А, блин. С неработающими легкими солдат как может изображать, что он ее курит. Есть у тебя кто-нибудь, кто тебя ждет? Ну, ты понимаешь. Так, ну давайте как-то издали начнем. Чем ты занимался до войны? Я работал у своего бабаша в газетном киоске. Архамские известия. Лучшая газета в городе. Я скучаю по тем временам. Принимается кричать. Покупайте Архамские известия. Узнайте все, что происходит в городе. Архамские известия. Честные новости из первых рук. Да, припоминаю такое. Вот как, сэр. Но это невозможно. Все газеты здесь на французском. Вы, должно быть, ошибаетесь. Ты больше не на войне. Солдат ничего не отвечает. Он молча смотрит куда-то за горизонт на далекое поле боя, земля которого рано или поздно поглотит его. Бедняга. Да. Ну слушай-то, Поттер, серьезно, мне надо клеймо очищения получить. Это так необходимо. Ну типа не хотел бы жестко покоцаться. А он как раз таки меня хочет жестко покоцаться. Он прям угорает с этого, вот этот мудил. Ладно, не готов принять клеймо очищения. Ты так полагаешь? Не думаю, что кто-либо вообще может быть готов претерпеть подобное насилие над собой. Но предположим, что это так.
Итак, с этого момента, если ты хочешь, чтобы ритуал удался, слушай и внимай каждому моему слову. Мгм. Перед ритуалом очищения ты должен будешь выбрать что-то из своей прежней жизни, к чему ты был глубоко привязан, что-то в этом новом мире превратилось в твое слабое место, твою уязвимость. Думай о чувстве, которое более всего не дает тебе достичь вершин. Предположим, что ты тоскуешь о своей покойной матери. Согласно учению сектантов, ты не можешь сбросить оковы, не вырвав из себя этого чувства. Испытывая привязанность, ты остаешься в эгоистическом рабстве самого себя. Взгляни вглубь своей личности и отыщи это чувство. Нащупай эту стеклянную комнату, что разлетится от мельчайшего прикосновения. Клеймо примет форму в соответствии с тем, что скрывает эта комната. В шепоте крох появляется торжественная интонация. Скажи мне, верно, дитя, что в твоей стеклянной комнате? Так, интересно, конечно. Типа, если я скажу ту или иную вот это вот, то оно у меня вообще пропадет, что ли? Типа, я скажу, например, любовь. Я все еще нуждаюсь в глубоком чувстве любить и быть любимым. Ну, типа, да? Допустим, мы это нажмем, и тогда у главного героя пропадет чувство любви, что ли, вообще. Так что? Или, может, ностальгию? Я тоскую потому, что было в моей жизни когда-то. Ну, типа... перестанет играть в ретро-игры. Или типа, да. Перестанет искать по ретро-играм. Ну и вообще там по всему такому земному. Ну, сейчас-то им реально что вообще терять-то. Так, сейчас стоп. Тут я... Блин, уберу. Ну, давайте скажем ностальгия. Бывший сектант берет в руки кусок железа и держит его над пламенем ритуальной свечи, а его шепот делается решительным, но неторопливым. Прошлое — это постель из шипов, дитя. Покуда ты держишься за свою ненужную личность, ты будешь оставаться в плену скорби. Очистить и родись заново, как раб древних. В сознание вас приводит пульсирующая боль, вы ощущаете в себе непривычную легкость, некую пустоту. Вы все еще живы, но теперь у вас чего-то недостает. Ваш взгляд непроизвольно падает на сосредоточение боли у вас на груди, где отныне красуется клеймо очищения. Пульсирующая рана помещает вашу плоть, но боль от нее жжет вашу душу. Крох стоит рядом с вами, по лицу его ясно видно, что он доволен своей работой. А ты пришел в себя. Почему ты на меня так смотришь? Уже не представляю, сколько раз я проходил через то же самое. Всегда как жертва, всегда как очищаемый. Но ты пришел ко мне добровольно, прося об этом, и во мне что-то щелкнуло. Я все понял. Я понял порочное удовлетворение отца, избивающего сына за то, что и сам когда-то был избиваем своим отцом. Что ты скажешь? Никогда еще мне не удалось заставить кого-то почувствовать то же, что чувствовал я. В конце концов, все получают, чего хотят. Да. Да, подожди-ка, я... Нет, на сигарет не хватает. Причина здоровья на 8, да? Ощущение ностальгии. Отметин на вашей плоти заглушает в вас чувство ностальгии, перенося облегчение душевных мук. Однако, лишившись возможности предаваться воспоминаниям о былом, вы более становитесь склонны к мрачным мыслям. Да ты чё? Ёпта. А у остальных, интересно, какие эффекты?
Любопытно. Ладно, давайте пойдем отсюда. Клеймо очищения, блин. Так. Еды у меня должно быть много. Так, подожди-ка, давай-ка зайдем проверим. Там просто должна быть одна женщина. Типа из нашей группы, но походу она пропала навсегда. Или это она, я не знаю. Но у нее вроде как зеленая одежда была. Короче, ее теперь не сыщешь. Я ее отпустил, сказал ей, что не знаю, типа, что расстаемся, типа. И она пошла в бар, сказала, что будет у старого угря. Я думал, что ее можно будет опять принять в группу, но, видимо, нет, не получится. Извините, у вас не найдется спички? Конечно. Бля. А чё, у вас коалиции вот так вот ходят, типа? Предсмертная записка юриста. Давайте посмотрим. Все-таки поджег его скотина. Так. Нет приговора ужаснее, чем слова «я сожалею», но она скончалась. Ужасные слова, столь ужасные, что оказалось, сама плоть и кровь моей не способна их выдержать. Когда я узнал о том, что болезнь моей матери перешла в неизлечимую фазу, безумие возвысило в моей душе свой неумолимый голос. В жалкой попытке облегчить нескончаемое бедствие этого мира я взрастил гордыню собственными горестями и через то сделался приспешником зла. О, какая жуткая ирония в том, что я, приняв сторону Москалицева, сделался его личным юристом и воплощением всего того, что презирал. Я убеждал себя в том, что если смогу использовать его деньги, какими бы грязными они ни были, на благо, то все это будет неважно. Но может ли слуга добра убивать людей, как я убил ту женщину на таможне? Да, это я виновен в ее смерти, и как с любым проступком, за который по закону беззаконных полагается наказание, я получил свое сполна. Текст, конечно, немного косячный, но ничего. Я дрогнул. Я оказался не таким хорошим лжецом, как полагал. Не торопясь, перерезав на моих глазах горло несчастной, Воскалицей взял мои руки и, прижав их к багровой щели, развершившейся на ее шее, произнес: «Теперь ее кровь и впрямь на твоих руках». Блять, больной ублюдок. Day Crimson, see crazy. Day Crimson, see crazy. Металлы? Видишь, как раз там, где надо. У этого парня есть металл. Он должен быть, по крайней мере. Of course есть. Так. Че бы тебе... Ага, одну такую фигню продам. Одну маску продам. Хотя вдруг надо будет отдать его кому-то. А вдруг? Ну типа там будет лежать какой-нибудь чел и типа спросить: я не могу дышать, там ничем. Я такой подойду им, скажу: на, держи маску. И стану в очередной раз героем. Типа. Так, я не могу ему всучить предание Кингспорта, нет. Не могу. Так, ладно, дневник девочки тоже не могу. Ну не хочу, точнее. А вдруг понадобится.
Та-та-та-та-там, та-та-та-та-там. И вот хочу как-то в плюс выйти. Не знаю даже, что ему предложить. Давай-ка я ему отдам этот. Немного патронов. Хотя нет, это тупо. Патроны на вес золота, как говорится. Продавать их ни в коем случае нельзя. Ладно, пару сигарет ему отдам, подумаешь. Так, давайте создадим предметы. Бомбы с шрапнели. Кстати, можно сделать еще больше бомб. Ну и давайте патроны. Фак, не хватает. Ладно, пофиг, пошли. Let's go. Разрешите обратиться, сэр. Разрешаю, солдат. Сэр, нас учили, что на войне действия команды могут круто повернуть ход событий. Я слушаю. И что наши предки построили эту великую страну, потому что были достойны безусловной преданности своих сограждан. Я часто размышляю о таких вещах во время этого задания, сэр. Чему ты клонишь? Для меня честь служить командиру, который заботится о боевом духе своих солдат, сэр. А для меня честь сражаться бок о бок с тобой. Солдат отдает вам честь, но уже скоро погружается обратно в мир собственных кошмарных воспоминаний. Да. Бедолага. Три пайка все осталось? Ничего себе, мне он прожорливый. Главный герой. Хотя, наверное, вполне себе нормально, что так, если подумать. Насколько банок в день типа потребляет? Может, от силы одну или две? Ну, это охренеть какая диета. Так, подожди, стой. Я чуть не забыл одеться. Так. Отлично. Так, мне нужно туда пройти. По его умолчанию вы понимаете, что он тщательно взвешивает, достойно ли вы такой чести. Я вижу в тебе рвение, брат, и это хорошо. Но все же я не могу задаться вопросом, действительно ли ты всецело предал свою кровь и душу делу нашей веры. Покажи мне твое клеймо очищения. Раскрыть одежду на груди и показать ему ваше клеймо. Чел в капюшоне со странным удовлетворением осматривает необычайную рану на вашей груди, которая все еще ноет. Итак, братья, вы отказались от желаний. Это честь для меня. Он обнажает грудь, на которой виден багровый шрам, точно такой же формы, как и у вас. По сути, в наших жизнях никогда не было ничего ценного. Зачем оскорбить о недостижимых мечтах прошлого? Гигант отходит в сторону от входа, значит, ты готов к откровению. Что ждет тебя внутри? Войди и воззри наш сладостный рот. Как же она орёт. В последний раз бросаю... Чего? Чё за отпечаток? Последний раз бросаю на вас взгляд. И если увиденное сведет тебя с ума, не забывай, нет больше жертвы, чем оставить оковы своего смертного разума. Я позавидовал бы твоей судьбе, если бы мог испытывать такое чувство. Ядрить, там какая-то хрень, которая сведет с ума, наверное. Ну, типа, жестко пошатнет, которая вот... Ядрить, тут народу. Мертвых людей тут до хера. Потрясен. Рассудок помутился. Так, рассудок пока вроде как более-менее в порядке, но ёб твою мать. Увидеть такое, это, конечно, не весело.
Так. Дневник. Офигеть. Слушай, ёб твою мать. Пипец. Сказать, что от зрелища ничем не спровоцированной бойни, устроенной лучшим людям города Волсы, встают дыбом. Это еще ничего не сказать. От стоящей здесь атмосферы извращенной жестокости к горлу подкатывает удушающий ком. Манускрипт «Дети по Зузу». Да, тут покупать всякие эти заклинания, но вообще не стоит. И в любом случае, рано или поздно вы залутаете. Блин, у моего челика еще и шизофрения на самом. Что с ним творится, я даже спрашивать не буду у него. Господи, пускай делать, что хочет. А зачем я присел смотреть кино? Кино-то наверняка не веселое. Ё-моё, кошмар сейчас начнется какой-то. Ага, показывают, как их убивали, да? А, да ты что? Вы останетесь в отеле Эссекс? На этот раз я не стану голосовать за Адамса, он сердечный человек. Какие у вас чудесные ногти. Даже мистер Гриффит прибыл. Вау. Так. Это что за... Элегантная молодая женщина перед вами выглядит заметно отстраненной от окружающих ее людей. Хотя ее внешность, безусловно, позволяет ей присутствовать на столь изысканном приеме. Она молча наблюдает за вашим появлением, меланхолия в ее глазах оставляет жемчуга, мерцающий на ее шее, слегка потускнеть. Добрый вечер. Добрый вечер, сэр. Ее слова звучат как речь призрака, лишенного возможности покинуть это место. Так, представимся, скажем, что рады знакомству. Молодая женщина вежливо уклоняется от галантного жеста. Обойдемся без этого, сэр. Я здесь со своим женихом. Она бросает взгляд через плечо на молодого человека, увлеченного беседой. Нельзя сказать, чтобы его вид хоть сколько-нибудь рассеял ее печальные думы. Или даже наоборот. А где он стоит? Я вынужден просить вас оставить меня одну и продолжить получать удовольствие от этого вечера. Не в моих правилах оставлять наедине с ним самим человека столь явно чем-то мучимого. Вынужден признать, ваше поведение отличается от большинства собравшихся здесь. Я вижу у вас, как мне кажется, впервые. Позвольте мне поинтересоваться, сэр, вы не из Архама? Да, я здесь проездом. Боюсь, что теперь уже отсюда. Да. Типа такой загадочно сказать. Да, боюсь, теперь я отсюда. Да, я лучше сказать, да, я здесь проездом. Понятно. Что ж, благодарю за то, что решили составить мне компанию, сэр. Мое имя Амели Амсворт. Она слегка склоняет голову, после чего вновь обращает свой взор в некую неопределенную даль, явно занимающую ее куда больше собравшейся здесь элиты Аркхема. Скажем так, мой душевный покой несколько омрачен утратой близкого друга. Он был... Голос я на секунду прерваться. Дорог мне. Я остро переживаю его уход. Так, позвольте поинтересоваться, кем был этот человек. Она окидывает взглядом окружающих, словно ища кого-то, после чего продолжает, судя по всему того, кого она искала, поблизости не оказалось. Я бы предпочла, чтобы его имя осталось неназванным, сэр. Вы все равно не знаете его, потому что он не из коренных жителей этих мест. А, вы достали, ребята. Своим тупой рекламой. Вот почему вы как бы не можете здесь, ну так чисто нормально пообщаться на стриме, а не рекламировать эту дичь, это непонятно. Понятно же дело, что вас
в мут кинут или забанят, или что-то в этом роде. Зачем вообще? Даже пытаться, не понимаю. Ну ладно. Он все равно не знаете его, потому что он из коренных жителей этих мест, таких как он, не встретишь в советских вечерах. Он был из индейцев Абинаки. Мы познакомились на спиритическом сеансе. Ай, только не говорите мне, что я убил этого индейца. Типа Джатал или как там его звали. Я же его убил. Он что, покинул этот мир? И вот эти слышится нотка нерешительности. Можно и так сказать. Правда состоит в том, что мы оказались разлучены навеки. Дорого говорить. Амелия отводит взгляд. Скажем так, он был единственным, кто видел во мне личность. Амелия, не в моих правилах осуждать людей. Вы можете быть со мной откровенны. Амелия хранит молчание, вместе с ней вы окидываете взглядом смеющихся, болтающих, хвастающихся, флиртующих друг с другом гостей. Блин. В горле пересохло. Сейчас, подожди-ка. Так, ведущий какой неумолимый рок уже поджидает их. Призрачный гул толпы уже начинает погружать вас в подобие транса, но мягкий голос Амелии внезапно вырывает вас из этого забытия. Вам начинает казаться, что кинокартина, в которой вы очутились, постепенно подтачивает ваше чувство реальности. Я познакомилась с ним накануне своей помолвки. Рассказ Амелии звучит так, будто она говорит сама с собой. Бенедикт был, да, и сейчас остается привлекательным, образованным, обеспеченным молодым человеком. Все, о чем только может мечтать девушка, и может быть даже и больше. И он мне действительно нравился, честное слово, но хотела ли я связать с ним свою жизнь? В этом я была не уверена. Отец всячески поощрял наши отношения, да и как иначе, ведь Бенедикт был сыном мистера Андерсона, мэра Аркхема. Вот только что сказал бы об этом мама, что посоветовала бы она, я не могла узнать. Понятно. Она умерла от туберкулеза, Амелия опускает голову 3 года назад. С тех пор и дня не проходит, как я не тоскую без ее совета. Поэтому я и решилась на одну затею. Наивную, можно даже сказать глупую, спиритический сеанс. Я решила сходить на спиритический сеанс, конечно, чтобы наконец получить совет своей матери с того света. Вы думаете, это все фантастика? Поверьте, по сравнению с тем, чем развлекается лучшей семьи Новой Англии, это еще не самое странное. Термин «фантастика» в наше время стремительно утрачивает свой смысл. Короче говоря, мы с медиумом, которого я наняла для проведения этого сеанса, подружилась. Это был молодой индиец по имени Чеда. С самой первой нашей встречи я почувствовал, что в его обществе мне становится невероятно легко и спокойно. Конечно, он был немного замкнутым юношей, но при этом вдумчивым и прозорливым. Он всегда понимал, что важнее всего, уважал мои истинные чувства. Побыв в его обществе, я переставала ощущать себя участницей некого конкурса. Что-то к порту сохнет и жестко. Мне не нужно было никому демонстрировать, что я красивее или совершеннее других девушек. Я могла бы просто
быть собой, наверное. Летучая мягкая улыбка, которая озаряет ее лицо, быстро затмевает облако тревоги. Слухи дошли до Бенедикта. Обо всем узнал мэр Андерсон. Его шофер видел, как мы прогуливались в Ивах. Здесь вам никак не Бостон. Поэтому будущий свекор пришел ко мне и кое-что пообещал. Я до сих пор слышу его слова. Он сказал, что если я еще хотя бы раз позволю себе навлечь на его семью такой позор, на глаза его медленно наворачивают сверкающие слова. Сверкающие словно хрусталь слезы. То он клянется Богом, что отправит этого индийского выродка в лагерь для нежелательных социальных элементов, где его кастрируют, как бесполезного осла. Да что ж такое? Как же вы поступили? У меня кровь стыла в жилах от одной мысли, что из-за меня чудом сошлют в такое место. Я не могла этого допустить. На нашей, ее голос начинает дрожать. На нашей последней встрече я наговорила ему ужасных вещей, ужасных неискренних вещей. Фига, звук жесткий. Вы хотели, чтобы он вас разлюбил? Я сказал ему, что он был для меня всего лишь игрушкой. Что первое время меня забавляла эта интрижка с таинственным индейцем, но теперь ее глаза напоминают прозрачный хрусталь. Вскоре он мне наскучил. Фига, 7 уровень. В отчаянии она вцепляется в ваш локоть. Признаюсь, сэр, меня мучает ужасное предчувствие. Весь вечер и у меня сегодня словно камень лежит в сердце. Сжимаю ваш локоть. Я должна поделиться этим с вами, или я этого не вынесу. Теперь слезы уже льются и по ее щекам. И вы сами разбередили эту рану, так что слушайте меня. Так что слушайте, Эмилия Эмсворт любила индийца Чеда, как не любила никого в своей жизни. Я рад за вас. Сотрясаемая рыданиями, Амелия бессильно опускает вашу руку. Прозрачный, словно хрусталь, слезы катятся по ее щекам. В свете украшающий зал великолепной люстры, они сияют почти так же ярко, как украшающая ее шею нитка молочно-белого жемчуга. Прикольно. Прикольно. Так, плутовство 3, красноречие 4. Меткий глаз, снайпера. Или вместо красноречия науку поднять. Я даже не знаю. Дай науку. Сейчас, мне кажется, наука нужнее будет. Снайпера. Да. Да, нормально. А, еще? Да ладно. А, блин, остальные. Так. Прикосновение пустоты. Отталкивающий облик возьму. Так, ближний бой, оккультизм. Дальний бой, ближний бой.
Давай атлетизм подниму все-таки. На 1. Вот, хотя вот так вот даже. Все. Этот невысокий мужчина улыбается как ребенок, впервые попавший в цирк. Из-за неловкой манеры держаться и плохо сидящей одежды он резко выделяется на фоне собравшихся. Вы не в курсе, что, собственно, нам сегодня планируется показать? А как же что нас ожидает новейшее слово в кинематографе? Мировая премьера, по слухам, научно-фантастическая кинокартина о судьбе человечества. Черт, мне это уже не нравится. Ваш чемоданчик должно быть очень важен, раз вы захватили его с собой. Мужчина на секунду мрачнеет и покрепче сжимает чемоданчик к себе. За весь ваше будущее благосостояние от стопки бумаг вы бы тоже не выпускали их из рук. Сдается, вы в гости в нашем городе. Что привело вас в Арkham? Откашливается, словно бы пытаясь придать себе больше важности. Скажем так, я здесь по делу. Я прибыл сюда из самого Детройта по приглашению мистера Гриффита. Возможно, вы слыхали о нем. Он владелец хлопкопредельных фабрик. Не вы ли, мистер Хайнс? Так вы обо мне слыхали. Верно говорят, вести о чужом успехе разлетается быстро. А с кем я, собственно, ваш разговор неожиданно прерывает элегантно одетый джентльмен. Боже правый Хайнс, вы хотите утраченный патент? Ух ты. Боже правый Хайнс, вы хотите поставить меня в неловкое положение? Меня перед всеми без исключения важными людьми в Архаме? Мне показалось, я выразился вполне ясно. Вы должны были быть в смокинге, а не презрительно в оранжевом костюме в клетку. У вас вообще есть чувство приличия? Расслабленная гримаса самодовольства на лице Хайнса в мгновение ока сменяется краской стыда. Но, мистер Гриффит, откуда я мог знать, что мне предстоит посещать мероприятие такого калибра? Мистер Гриффит нахмурил брови. Ваше оправдание еще более убого, чем ваш наряд, Хайнс. Если вы продолжите вести себя столь неподобающим образом, не исключено, что мне придется пересмотреть наше соглашение. Я обязан заботиться о репутации моих партнеров. Хайнс вытирает выступивший у него на лбу капли пота. Да, мистер Гриффит, обещаю, что с этого момента буду относиться к этим вопросам со всей возможной осмотрительностью. Так что там насчет контракта я хотел бы... Промышленник бросает на него взгляд, полный недовольства. Хайнс, сейчас не время и не место. Такие вопросы не решаются на светских вечерах. А теперь, с вашего позволения, я должен переговорить с мэром Андерсоном. Участливо похлопать его по плечу. Уверен, контракт у вас в кармане, Хайнс. Я вспомнил. У этих ребят патент на... Точнее, у них есть, короче, что-то типа чертежа защитного костюма, который мне нужен, чтобы пройти в этот в окаянный переулок, или как это называется. Простите, мне до вас. Галопом бросается вдогонку за фабриканта. Мистер Гриффит, нельзя ли просто... Блин. Дамы и господа. Черный гость, я рад приветствовать вас на нашем восхитительном вечере. Надеюсь, всем вам понравится это чудо нового времени. Надеюсь, вам понравится то, что нас ждет. Блин, черный гость. Но они вот так вот сдохли. О, кино. Рассудок, наверное, по пизде пойдет, я вам говорю. А типа я, да? Зеркально. Ну, типа такие смотрят на себя. И в ахуе.
Что происходит? Жесть, начинает убивать друг друга. Оу. Жесть. И они начали реально друг друга убивать. Да. Предупреждение. Вау. Вот такая арта. Мощно. Да. Еще чуть-чуть и мне реально все. Весь рассудок вообще пойдет в жопу. Жемчуг Амелия. Что за память? Вы видите адепта, который погрузился в глубочайший транс благодаря беспрестанным ритуальным песнопениям. Его повторяющиеся движения достигли уже пугающей скорости. Что именно он произносит, уже невозможно различить. Все, что вы слышите, это стремительные вздохи и выдохи. Я его успокоил вроде. Трупа. Дедукция. Вы можете осмотреть труп, чтобы определить причину смерти. Судя по положению тела и по выражению его изувеченного лица, по-видимому, разодрал он в клочья зубами и ногтями, несчастно умер в каком-то безумном приступе паники. Похоже, здесь имело место случайная массовая истерия. Интересно. Блин, здесь где-то по сути должен быть чувак с кейсом. Так. Надо бы бухнуть, мне кажется, чтобы поднять реакцию, точнее, рассудок. Мне кажется, дальше будет только хуже. Ай, да ладно, я все продал, что ли? Да ты что? Не. Ну придется так. Если станет вообще плохо, тогда выпьем. Тогда используем. Угу. Зомбак. Это зловонная мерзость, вероятно, когда-то была здешним киномехаником. Затем его вернули к жизни и заставили бесконечно выполнять одну единственную задачу — крутить проклятую киноленту Рока. Судорожными рывками он раз за разом безумно проворачивает ручку кинопроектора, ничуть не выражая своим видом, что он вообще замечает присутствие. Осмотреть кинопроектор. То, что
проектор приводит в движение обращенных в зомби киномеханик, само собой очевидно, но откуда берется энергия, подпитываемая столь мощную лампу, вам неведомо. Киномеханик отрабатывает свою нескончаемую вахту, прилежно подавая на аппарат, намотанный вокруг своей шеи кинопленку. Прикинь другие варианты действия. Так. Было бы у меня немного оккультизма, я, наверное, смог бы это как-то это прервать или типа того. Но на самом деле у меня же есть граната. Или типа того. Я мог бы просто кинуть гранату в него. Нет, разве? На пленку подобрать. Ладно. Ха. Сигнанты пропали, кстати. Только один этот стоит. И все. И глюканутый глюк, который забагованный типа. Так, что это у нас тут? Нашел. Учебник Фэнси. Зашибись. Интересно, а кто из них мэр? Хотя мэр, наверное, это он. Но у него нет ничего. Ладно. Пора валить отсюда. А, я его не изучил еще. Усиленный защитный костюм. Фильтр.
Так, фильтр. Фильтр, мать твою, надо найти. Будем надеяться на то, что фильтр найдется где-нибудь здесь. Отрешенность, с которой держится этот адапт, на самом деле весьма необычна на фоне того, похоже, транс-состояния, в которое впадает во время подобных ритуалов все прочие, практически неотличимы друг от друга члены секты. Спокойным тоном он в полголоса обращается к вам. Мои братья будут не слишком рады обнаружить здесь неочищенного. На вашем месте я бы скорее закончил бы осматривать достопримечательности и покинул это место. Будут не слишком рады. А вы что, не заодно с ними? Настоятельно рекомендую потребить вашу недюжинную наблюдательность на разглядывание не меня, а выставленных здесь экспонатов. Цитата, которой он дополняет свое замечание, звучит в его устах скорее не как нечто механически заученное, нежели как выражение его подлинных мыслей. И зная, что под всевидящим вечным взором великих древних все суждения смертных пусты и незначительны. И неужели вы скажете, что, уподобившись вот таким вот водячим хоровод полоумным, этого взгляда можно избежать? Вы так говорите, будто сами в это не верите. Нетерпеливо. Послушайте, мистер, я не обязан доказывать вам от всего сердца, я говорю или нет. Прислушивается к моему предостережению или нет, пользуясь иного которого может, впрочем, говорит целый ряд вполне весомых фактов, решать исключительно вам. И выражаетесь вы как человек науки. Почему это вас так удивляет? Разве ряды очищенных не состоят из представителей моих всех слоев общества? И до всего этого был студентом-первокурсником из Катонского университета, изучал физику. Физика? О, тогда ясно, почему очки. Не. Мне кажется, всем мы после черного дня сошли с протоптанной дорожки. Что стало с вами? Моя история вполне типичная. Я всегда отличался любознательностью в некоторой доверчивости. Так что нет ничего удивительного в том, что в университете я очутился в компании эзотериков. Мы называли свое общество интеллигенцией. Это было еще до черного дня. Когда после пробуждения от Асанапа Уайт, глава интеллигенции, предложила мне вместе с ними примкнуть к сектантам. Мне нечего было ей возразить. Я и не представлял, какие зыбучие пески такой безнравственности ожидают меня там. Так почему бы не подать заявление об уходе? Нужно было уйти из секты, пока еще была возможность. С язвительной усмешкой думаете, из секты можно уйти? Но сказать по правде, не это меня беспокоит. А то, что в этом мире невидимых ужасов мне больше негде искать от них убежище, кроме как тоталитарных секти фанатиков и глупых капюшонов. Во взгляде его появляется мрачный огонек. Разве вы не понимаете? Фундаментальные законы природы больше не работают. Возьмите, к примеру, этот город. В сравнении с землей Архом, песчинкой. И тем не менее, на нас по-прежнему действует точно та же сила притяжения. Показывает на небо. Посмотрите на это. Кто вообще скажет, в какой части пространства мы оказались заперты? И при всем этом вокруг нас по-прежнему есть земная атмосфера. Чтобы нам, черт побери, было чем дышать, я вообще не понимаю, типа, чем вы надеетесь все это объяснить, кроме как не воздействием сверхъестественных сил? Не соглашусь с вами, это должно быть какое-то научное объяснение, просто мы пока не знаем. Ваш собеседник пренебрежительно скрещивает руки на груди. Что же это может быть за объяснение, сэр? Возьмите, к примеру, теорию Эйндорфа. Разве не могла вся материя Архама ненадолго перейти в состояние чистой энергии?
Возможно, но это все чистая гипотеза. Теория Эйндорфа никак не разъясняет, каким образом Архам, целый город, мог быть вырван из Земли, мистическим образом очутиться в неизвестном уголке космоса, где правят неназываемые божества. Вот это, возможно, кроется в корпускулярном волновом дуализме и уравнении Шедермана. Заинтригован. Возможно ли, что волновая функция диссипирующихся фотонов сохранилась во всю информацию, которая была присуща им в форме частиц? Так что они выполняли роль несущей волны, пока не... Молча слушать. На лице его отражается страшная догадка. Но для этого потребовалось бы наличие наблюдателя, который должен был присутствовать ровно в тот момент, когда все субатомные частицы заново собирались в тех же самых пространственных точках. Кто же это мог быть? Быть может, это спящий дух, представивший себе Архам в данном конкретном варианте реальности. Быть может, это мы сами, своими животными страхами, материализовавшие наши худшие страхи, того, что может приключиться с Архамом. Действительно, научная загадка, над которой стоит дискутировать. Вы со мной согласны? Вновь зажженным огнем во глазах ваш собеседник оборачивается к нам. Возможно, прижимает вам руку. Спасибо, сэр, что впустили пытливый луч в научные мысли в мой затуманенный суевериями разум. Я был глупцом, довольно этих смехотворных, бесчеловечных догм. Я вновь примусь исповедовать некогда столь дорогие мне убеждения. Черту эту секту! Бровь последнего взгляд обращения нам принимает снимать с себя их облачение. Черт их догмы! Оу. Черт, я мог не создавать одежду и просто взять одежду этого чувака. Вот это прикол. Бля. Почему я опять подошел, тронул это дерьмо? Я опять заболел. Четыре полтовства не хватает. Ауч. Блин, там какой-то латунный ключ. Хрен усталость еще. Что же делать-то? Что? Так. Научное исследование наконец-то.
Арбалет. Вау. Ну хотя бы так. Дети? Дети? Ага. Так, вы останавливаетесь на краю глубокой рассеянной, явно... Так. Так. Мгм. Так. Восстанавливайтесь на краю глубоко расселенной, явно противоестественного происхождения. Мерзлоземля здесь расцепилась, словно от безжалостного удара гигантского тесака, но расселенно скрывает туман. Переправка на ту сторону наверняка сопряжена с некоторыми рисками, но путь в обход, вне всяких сомнений, займет много времени. Вашего снаряжения совершенно точно недостаточно для преодоления этого препятствия. Оторваться, поцеловать дно и сигануть вниз. Вы погибли. Ой, дерьмо. Был бы я атлетом, я бы перепрыгнул, да, это дерьмо. Ну, конечно. Но я не атлет. Вообще не атлет. Лавировали, да не вы лавировали. Не надо. Не надо сражаться с ними.
Мака. Тирeh не бастакан, да? Тора барды хиге. Или тахчаны көргөн. Или эмикini көргөн. Карар малын әлбек пахыла. Бас. Бас. Надо тирeh не стакан было баса. Хотя, не, я это продам Рихтеру. Рихтер. Надо будет. Вот там микрофон стоит. А сус, сама. Буквы какие? Да куда? Так. Так. Зачем я сюда пришел? А, блин, я вспомнил. Фильтр купить. У него, по-моему, должен быть фильтр. Да, есть. Фильтр есть. Ну и покупаем. Пойду к Рихтеру. Вот вообще не знаю, где его жена или кто там. Девушка. Пока ни малейшего понятия не имею. Мы заплатили кровью, теперь иди отсюда. Сектанты. Так, ладно. Ничего. Так, ничего нового. Чего нового? Так, патрон для дробовика, паёк. Да, что могу дать? Что бы не дать? Так, давай сначала к Рихтеру загляну. Да, как всегда ты здесь. Так. Вот это дерьмо ты
по-любому любишь. Так, растворитель, там какая-то еще дичь. Мне не нужно. Так, могу, в принципе, с фосфора взять. Плюс, ну, порох есть, так что нормально. Basmaca stayır duyar. Ne duydun? Duydum. Hayır buraya mesela. Спалим было. Так. Нормально. Ты нагадо? О, тетя. Ага, я же мог еще арбалет сделать, по-моему, нет? Да, арбалет есть. Дикарь. Удобство 2, 7,9 физы, арбалетные болты. Блин, а я дикаря-то продавал, кстати. Нет у меня дикаря. Блин, он все еще... От чего-то же, наверное, зависит. Типа его появление здесь. Может закупить какой-то материал у него конкретный. Тогда он типа пропадет. Вы ощутили в своем кармане призрачную руку? Ай, блин, у меня же, сука, отрублена рука Абдулы, блин. Достал. Он крадет у меня сигареты. Надо убрать его. Тупая проклятая рука. Так. Крадет мое бабло. Так, гримуары. Дети Пазузу. Заклинатель призывает на цель 6 клеток вокруг нее ядовитых насекомых. Дети Пазузу. Вместилище Луа. Угу. Усилим.
Умерки нет. Так, что я могу сюда положить? Клика. Уменьшай скорость восстановительского время. Ага. Отдыхать пока вроде не собираемся. Так что пускай будет. Точно сюда. Ключ ему продам. Дети по ЗУЗу. И давайте изучать. Повышает параметры реакции, повышает бдительность персонажа, стоящего на страже во время отдыха. Нет. Повышает параметры защиты. Нет. Скрытность физических сил. Нет. Нет. Интересно, что кстати. Увеличивает скорость естественного восстановления рассудка. Носящий этот амулет персонаж привлекает меняющее внимание врагов, а его атаки голыми руками во время накладывания. На время вкладывается. Блин, талисман по ЗУЗу для этого бы купить. Для изгоя. О! Блин, маятник. Ёпти. Давай, маятник куплю. И по ЗУЗу. Так, потом. Проклятый кремниевый пистолет. Эманации. Что бы значило, интересно? Эманации. Ну ладно. Пускай будет. О, ну это по ЗУЗу, конечно. Не, ну могло быть без него вообще. Конечно, не надо. Хотя бы так пускай. Пять по 250 плюс 20. 270, короче, там из жемчужин. Ну, не, ну я вообще на мели останусь тогда. Лучше так, в натуре. Да, я подумал, амулет по ЗУЗу может купить в натуре. Чего бы нет, типа. Где маятник? А, проклятие на нем все-таки есть. У меня имеется чертеж защитного костюма. Вы можете мне помочь его изготовить?
Прежде чем ответить на ваши вопросы, он молча изучает протянутую ему документацию. Что ж должен сказать, учитывая уровень навыка чертежи, те схемы чудо, но что ему вообще удалось принести свою задумку на бумагу. Хотя сама идея в целом понятна, у меня нет ни времени, ни сил воплощать ее на практике, но если у вас есть необходимый компонент, я могу инструктировать вас, как собрать этот костюм самостоятельно. Работа пока у него никак не продвигается. Ладненько. Дети, кстати, вернулись. Уйди. Дети. Ролдик. Хепе мало, рассудка тоже. Так что лучше. Так. Так. Ну, полностью захилился, главное. Так, и что? Снижает максимум запас очков здоровья. 35. Блин, где-то на 10, что ли, скидывает. Это много. Слус, ну наречуть. Так легко? А, багато. Чого норма? Тут кажется. И чё, мама Ари? Нахуй ходи. Так, вас останавливает зловещий, почти по-человечьи, что-то насвистывающий порыв ветра. Вы прислушиваетесь и начинаете различать, что он доносит чьи-то озлобленные шепчущие голоса. Весело. Вы понимаете, что один из шепчущих обращается к вам. Смотри-ка, пораженный мученик, почему у тебя кровоточат руки? Неужели их разорвали, те, кому ты их протянул?
Теперь все глаза сливаются в едином сводящем с ума хоре. Сотни зловещих голосов шепчут у вас в голове, высмеивая ваши убеждения, испытывая ваше душевное равновесие. Попытаться защититься при помощи самовнушения, психология. В пику, все нарастающим нападком голосов, вы сохраняете спокойствие и говорите себе, что их шепот — это всего лишь порождение вашего утомленного разума. Проявление юнговской тени. Не более того. Голоса молкают. Deluxe Skill Psychology 2. Ха, нифига себе. Либо это вы подчинили их своей воле, либо они попросту исчезли. Но неизбежный вопрос остается. Действительно ли то были лишь порождения вашего разума? Ну, опыт халявный. Почему 5? Там 15 было очков опыта. Там снизу, слева снизу было написано 5 очков, а на экране прям там было написано больше. Так. Готов умереть, как говорится. Да, момент упущен, видимо. Тут просто был один чел, который плетью хлестал одного другого чела. И там был чугунный какой-то, ну, ключ. Хорош. Вот момент упущен. Блин, а там какая-то хрень еще стоит. Удивительно, они не нападают. Мне нужно кушать курочное мясо. Патрон сигара. Эй! Блин, уроды! Это вот эти вот твари, да? Помутнение плюс прояснение. Блин, походу баг. Но эти монстры, короче, там застряли, не могут пройти уровень нашей машины застревания. А в третьего блочит фонарный стоп. Вот тут как раз дошел, походу. И типа даже на эскейп нажать ничего нет. Ну, бывает. А, нет. Подтвердилось. Окей. Мать. В окружении еще. Так, ладненько. Мы с этим справимся. Так, окаменелость. У тебя непонятные тыхи. Получаю урон.
гранату держи. -1, отлично. Там с этой стороны уж. Да вы еще и стреляете. Плюетесь. Понятно. Так, ну этого надо добить. Добили, хорошо. О, хорош. Фига замах. Дуговой. Мощно. Но, блин, у меня полно бомб с шрапнели, но что-то их прям... Охота их, конечно, применить. Бомбы слишком мощные. Будем так. Опять МП-20. Да ты чё, ну серьезно? Блин, солдат. Заразился хуйней. О, неплохо. Ты умираешь. Отлично. Что это запретный плод? Расходуем аномалию. При употреблении снимать состояние сладкий цветок безумия, накладывание обитателям окаянной улицы. О. А, тихо. Забрать надо же. Так. Держи сигареты, Эдуарда. Так, я взял же, да? Все, что там было. Да, я взял. Подобно всему в этом противоестественном месте иссохшие трупы, никогда бывшие его обитатели, выглядят сложно, бледные и безжизненно, как частицы пыли под микроскопом. Так. И что тут у нас? А, вот. Так, дай-ка я выйду, зайду. Надеюсь, он пропадет или окажется на исходном положении. Так, тупо пробегаем. Забежал.
Нет, тут отдыхать вообще не стоит, ни в коем случае. Блин. Отвратительное гротескное существо, на которое вы натыкаетесь в доме, кажется воплощением противоречивости. Оно похоже на противоестественный сплав мужчины и женщины, слитых по полу и сущности. Да ё-моё, нераздельно слитые лица существа говорят как одно, идеально синхронно. Открывая и закрывая рты из-за пределов сада, апостол посетил нас. Как и было предсказано, придет один. Двойной хор голосов существа оказывает на вас тошнотворный эффект, навеки отделенный от своей второй половины. Умертвить эту мерзость. Ты мыслящее существо в таком-то обличии? Что-то такое. А то, что было сломано, а ныне восстановлено. И то, что враждовало, а ныне в мире. И то, что было разделено, а ныне едино. Я двое, что сделалось. Я двое, то, что сделалось одним. Я Эдемава Господа Бога. Он восставил меня из праха ветких людей, из праха отшивших. Добро пожаловать в мой сад, апостол. Мигание многочисленных глаз существа влияет на легкое беспокойство. Я ожидал от тебя. Так, что с тобой приключилось? Что происходит на этой улице? Когда-то я не было единым, как сейчас. В сумраке чистилище было разделено надвое на мужа и на жену. На супругов, в чьих сердцах жил страх Господень. Невежественных, напуганных, заблудших, вопиющие, за что Господь Бог вверг их в это царство. Не гнала нахуй. Барк, не гнала. Вопиющих, за что Господь вверг их в это царство вечных сумерек. Вновь и вновь читали они священную книгу «Бесцветный день за бесцветным днем», молились они. Они еще не хронометром тут читали. Существо истерично жестикулирует своими многочисленными конечностями. Они каялись во своих грехах, в грехах всего человечества. Кричали, как оно изменило Господу Богу. Рыдали, каялись, молились, каялись. Вот как. Пока в небесах не явился божественный свет, существо благовения обращает свои затянутые кожистой пленкой многоцветные глаза куда-то вверх. О, как он был прекрасен! Цвета, все цветы Эдемского сада, невиданные прежде на земле. Божественный свет сразу же покарал тех, для кого не было надежды на спасение. Обратил их в прах и кости. Оба рта существа издают презрительное шипение. Одинокие, пустые, самовлюбленные создания. Затем свет объял тех оставшихся, объял нас, а мы ощутили в глубине себя всю любовь творения. Она дала нам шанс принять благодать целостности, стать в новом возлюбленном творением Господа, призванном населить этот Эдемский сад. Однако все прочие, как Адам и Ева в древности, все не отступали от него, они оставали его стезю, обратились в богохульников, алчущих блаженства сокрытого под землей света. Лишь я осталась верным. Когда Адам и Ева вкушали запретный плод, они уже были покрыты, проклят. Их разделение стало их погибелью, но я едина, мужчина и женщина слитые воедино. Эдемава, отныне змей не в силах не разделить нас, не обмануть. Тогда скажи, что Господь уготовил для меня? Оба полусущества принимаются, кстати, прокачиваться в своих конечностях, словно омерзительный полупереросток. Апостол узрел истину. Теперь ты понимаешь, что должен совершить, чтобы защитить новых детей Божьих. Да ты не отыщешь моего первородного сына, во славу за священного света, слава божественным цветам.
чувства. Я об этом еще пожалею, но с этого места подробнее. Тревога, словно зараза, расползается по обоим лицам существа. Мой первородный сын Кабаль, типа Каин и Авель, совершил запретное. Он отнял жизнь своего брата Абеля и оставил меня, своего чрева отца, чтобы примкнуть к отверженным. О, апостол падших, мой сын согрешил, и я знаю, что согрешит вновь, если ты не вернешь его мне. Только я смогу отвратить его от тернистого мирского пути, и я знаю, что его еще можно спасти. Во имя любви Господа, Бога, я призываю тебя исполнить твой последний долг, как апостола ветхих людей. Теперь в голосах обои полсущества слышится материнское томление. Приведи мне Кабаля, приведи моего первородного брата мои объятия. Интересно, а как он появился на свет? Бесформенное тело существа содрогается от, как вам кажется, удовольствия. Апостол, времена, когда я закрываю глаза, я вижу Эдем, который вовне, есть чувства, ощущения, которых не чувствовал никогда. Не подумай, что это сродни той эгоистичной собственнической любви, что люди испытывают друг другу. Та любовь есть яд, который рано или поздно ведет к похоти, падению и вечной гибели. Оба лица существа искажаются гримасы отвращения. Но когда небесная гармония ласкает мою душу, мое прекрасное новое тело начинает тихо услаждать себя, и я становлюсь одним целым с Господом Богом, поскольку любовь к себе — это любовь к Его творению в чистейшей форме. В какой-то момент мне и было ниспослано семя двух моих детей, Кабаля и Абеля. Именно в этот момент божественной радости я познала, что моему потомству суждено заселить землю в качестве новых детей Божьих. А что это за мир отверженные? Те, кому Господь Бог дал дар искупления, то его отвергли. Все они вкусили запретного плода, и теперь, как падальщики, бездумно алчут цвета той, что спит в глубинах земли. Чтобы я помогал какому-то уродцу. А нам что, не купили? Си.
Арылхан байгын кырба. Кырбан бер байгын. Воу. Фак. Так. О, интересное расположение. Плюнь, пожалуйста, плюнь. Да ну ты тебя. Нормально, удар. Нормально. Так. Ну, за шо? Фак. Посмотри. Так. Только не в нас. Молодец. Блин, у него спины нет. Я понял. У меня нету атаки, когда на него нападаешь. Хуже ты меткий, чувак. Просто золотой человек. Найс. Блин, еще один бой и опять придется.
Так, короче. М. Отлично. Блин, как же много мне рассудка нужно в таком месте. Чувствую я. Этот бой плохо кончится. Как там называется этот штраф, короче, какой-то? А вам нужно попытаться как-то переубедить заблудшего сына Эдамава. Это он. Фу. Блин, да ты шутишь, а как? Чё с тобой? Прощай. Крик. Эдамава грустит по тебе нерешительность. Ну прям Undertale пошел. Так, это Эдамава, да? Он, смотри. Да ты чё? Ничего. Ну да, типа у него вторая половина мертвая. Блин, ну может быть. Как-то вот шашку в парочку сделать и попробовать. Сделать бум. Но с другой стороны, как бы тратить на нее тоже не особо охота, но ладно. И как ты мог, блин, промазать? Ёпта, ну серьезно. Ёшкин кот, ёшкин кот. Он плюется. Вот же собака. Паскуда. Что-то классно, мне все меньше и меньше. Блин, я тут тоже плюнуть решил. Да хорош плевать. Твоя мама твою, как бы, ну... Ей это не понравится. Если я ей об этом скажу. Так, давай, будь добр сказать этому ублюдку. Ну так чё? Я не понял. У меня есть какой-нибудь предмет, который сможет его...
Ну, кайф, все. Третий уровень отчаяния. Отчаяние, фак. Нервозность. А что, нам даже не дали, что ли, ничего? Надо con energy defeat. А?
Да, Бяха-Тускла, ты вообще. Просто регим. Вот, трейдер, короче, был. Привет, докер. Так, наверное, без чего-то лучше. Так. Собственно... Наконец-то выходной, зовут бухать. Ну, меня тоже звали бухать, но я, типа, отказался. Ну, типа, бухать, это, типа, это вот, тусить. Ну, удобно. Ну, не знаю, док, дело твое. Как... Можешь, конечно, идти. Это есть еще локация такая, типа странная. А так, игра называется Стиген, по-моему. Да, Стиген. Игра по вселенной Лавкрафта. Очень похожа на... Не знаю... Чем-то очень сильно похожа на Fallout и на Героев 3 по боевке. Ну, весьма такая неплохая игра. Как бы люди заходят и выходят, типа не особо не смотрят на все это, как бы им такое, видимо, не особо нравится, но мне тупо сама по себе игра нравится. Не могу забросить. Так, Свет, куда он исчез? Я умерла? Нет, не может быть, я все еще чувствую боль. Какой ужас, неужели это конец земля слишком плотно, я задыхаюсь. Метеор, это невероятно, какое сияние. Но откуда оно исходит? О, какой цвет. Свет, проклятая тьма, небеса черные, как никогда. Архам, где мы? Этот звук, пытающий метеор. Там за этими удушающими песками. Сияние ослепительно пленительное, нельзя к нему пробежаться. Удушающий туман проникает всюду. Я так устал, я должен поспать, нет сил сражаться. Эти крики я не смею поднять глаз, я должен защитить ее. Боже, огради меня от этой тьмы. Ну, это, видимо, метеорит, который хранит в себе, ну, типа, последние слова людей. Спасибо. Спасибо, док. Сырой дядя. Че, пивка купил? Не, пока не купил. Я пока не планировал покупать. Ну, вообще думал, но... Нет. На меня осуждающе посмотрели. Не то чтобы сердится, просто осуждающе посмотрели. Тонко намекнули мне, что я не прав. Так. Так, взял. Да, тот раз было жестко, конечно. Да, ну блин, я... Конечно, челлендж наитупейший для себя выбрал. Типа смертное выпивание, но это было бы вообще... Я, короче, никогда так сильно не ошибался. Это был вообще кошмар.
Так, с этими ребятами надо когда разобраться. А, мы как раз таки здесь и находимся, вот, видите, вот картинка. Это вот как раз таки это место и есть, только у меня немного герои другие. Да, норм, весело было. Да. Так. Слышь ты? Да мало грустит по тебе. Защищаться. Короче, будем не нападать, как Undertale, короче, полнейший. Если сможем, конечно, защищаться. Долго нас хватит? Ну, вроде норм. Как же они долго плюются. Talking about it. Yeah. Вот после этой игры, я думаю, может быть, это как его... Эта игра, ну типа Siege или что-то того, как называлась эта игра, не помню. Surge, да. Surge 2. Вот планирую поиграть. Может быть, там было бы вполне себе неплохо, типа на выпивание поиграть. Комикс. Ну да, типа. Ну это вообще походу этот с настольной игры. Как это называется? С настольной игры Ужасы Архема называется. Ну, тоже по вселенной Лавкрафта, там, короче, все. Сейчас я на этих мудаков не нападаю. Может быть. Так. Возвращайся к родителям. Воля сломлена. Короче, не нападаем. Да-да, это работает. Я, короче, на его друзей не нападаю, где он такой, типа, блин, чё происходит? Какие-то жестко мутировавшие люди. Жестко мутировавшие. Блин, крутанул. Дело плохо. Это уже не люди. Ну да, но, блин, вся беда в том, что не мыслить до сих пор могут. То есть это два человека в одном, и они могут мыслить. То есть реально они думают. То есть они в каком-то смысле еще... Мама, папа, он уходит. И все, их можно разъебать, да? Спасибо большое. А вот это уже не люди, да. Вот они могут умереть, да. Ты уже не человек, ты можешь умереть спокойно. Так, дай-ка еще похилюсь я. Вот квестовый монстр вот этот был. Я его, короче, сказал, пизду домой. И он послушался. Так, а вот с этими сейчас я поговорю иначе. Вот с ними я буду говорить реально иначе. Так. Плевок сильный. Вот это отъехало. Можешь приближаться к ним. Добьем этого. Солдату должно хватить урона на него. Так, умираем. Кайф.
И сосредоточиться. Нормально. Тихо, тихо, я не подобрал эти вещи. Так, в саду дневник обновлен. Да подбери ты этот хлам, чувак. Так, подожди. Что это со мной? Отчаяние? Да нахер. Так, отчаяние, да? Не вступая в бой, в течение некоторого времени персонаж начинает терять рассудок. Привлекать вообще непонятно. Нет. Привязанность. Ну, давайте привязанность, наверное, фигану. Или апатию. Не, апатия это вообще плохо. Минус 25 получаемого опыта, это вообще кошмар. Отвлекающий фактор. Не получая очки опыта и не делая новых записей в дневнике в течение некоторого времени, персонаж начинает терять очки рассудка. Тоже плохо. Сталкиваясь с ужасающим противником, персонаж не теряет очки. Больше очков. Ну. Давайте робость возьмем. Не сильно, я думаю, начнет воевать от монстров. Так. Воспаление мозга. Персонаж подхватил болезнь через заразную мокроту обитателя окаянной улицы. Теперь его защита ослаблена. С течением времени теряет очки здоровья. Да ну на. А как? Это вылечить? Какое-то мощное... Так-то... заболевание, мне кажется. А столку реально напоминает. На. Так. Странный камень подобрал. Странный камень сейчас потрогаю. Странная пыль, она везде. Все такое серое, цвета тускнеют. Что я тут делал? Ах да, я должен был что-нибудь поесть. Но я так устал, не могу. Мои глаза, что это за странная пленка? Как какого-то трупа. Его никого нет, обречены на смерть. Но я с тобой, любимая, наша любовь защитит нас вместе. О, да ты чё, тут именно в пары, которые вот обнимались во время падения метеорита или что-то типа того. Короче, тут какая-то жесткая хрень случилась. Они типа остались живы, а те, кто были одиноки, они умерли. Я знаю, это место все так похоже не совсем на такое уж чужое. Кругом поле разложения растения развиваются в странные фантастические формы. Что за пелена пала мне на глаза, завеса смерти? Я стаиваю. Все рушится, крошится в песок. Светящаяся дымка проникает везде. Зеркало. Как это может быть? Нет, я не должна смотреть в него. Они умирают один за другим, но только не мы. Еще не время. Обними меня. В этом наше спасение. Да. О, да ладно. Каюга. Ну, довольно-таки мощная двустволка. Дробовик, ну, типа реально имбовый. Образец инопланетной флора. Инопланетный препарат. Так, может... компонент. Так, дети по Зузу. Дай-ка дети по Зузу, у меня будет место. Вот это хрень. Дидьяне.
Вот не знаю почему, но вот такие вот рекламщики, что-то их стало в последнее время дохера. Не знаю. Может, это признак того, что я иду к успеху? Почему они мне скидывают это дерьмо, я не понимаю. Или наоборот, то, что у меня так мало зрителей, поэтому они скидывают мне такое дерьмо. Типа, чувак, накрути себе зрителей, накрути подписчиков. Я не знаю. Типа, хз, как на это реагировать. Бывает. Не, ну серьезно, прям за сегодня, вот без шуток, сколько раз они уже налетели там. О! Сегодня, по-моему, 4-й уже. Или 3-й точно. Вот эту штуку надо бы как-то это, не знаю, залутать. Что ты планируешь делать, когда война закончится? Короче, ты мертвый солдат, если что. Он думает, что и все еще на войне. Его пустые глаза смотрят на мир, которого не найти ни в настоящем, ни в прошлом, ни в будущем. Наш мир. На мир, погребенный под ненасытным гнетом черного дня. Я пойду в кино, сэр. Приглашу Клэрис и свожу ее в кино. Эх, огни Хай-стрит, я за рулем новенького Фултона. Мы летим на полной скорости, и все прохожие оборачиваются. Мне нравится, как машина рвется вперед, и цвет помады Клэрис в ее блеске это отражается пролетающими мимо фонарей. Это тебе не Зербрюге, где ночью темно, хоть глаз выколи, никто не палит в тебе. Никто не палит в тебе, стоит зажечь сигарету. Мы подъезжаем к Архамскому кинотеатру, я покупаю нам билеты. Мы заходим в фойе, весь город собрался, чтобы посмотреть на чудо-кинематограф. Еще немного, и мы увидим на экране жизнь других мужчин и женщин, огромных ростом до самого потолка. Мое сердце бьет, внезапно лук сползает с его лица, и все его тело напрягается. Что такое? Загробным голосом. Враг, фрицы. Они прорвались в кинотеатр. Война пришла в Америку. От его вопли грозят лопнуть ваши барабанные перепонки. Нет, нет. Он хватает вас за пояс нечеловеческой силы хваткой. Клэрис, бежим. Я не позволю им схватить тебя. В нос вам ударяет ужасный запах разложения и еще каких-то неведомых химикатов. Солдат, нет никакого врага, это твои собственные страхи. Психологию применил. Что ты такое говоришь, Клэрис? Внезапно какая-то мысль проскальзывает в его гниющем мозгу. Они хотят забаррикадировать выходы. Ты сам создаешь этот кошмар, ты не можешь его остановить. Слушай и повторяй за мной. Никакого врага нет. Ты снова за рулем автомобиля, Клэрис, она тебе целует. Блин, вот эти вот два варианта нехороши. Типа внушить ему то, что все окей, или говорить, сказать ему, что реально никого нет. Врага нет. Врага нет. Человек с бледным лицом на секунду останавливается, но затем вновь принимается тащить вас за собой. Никакого врага нет. Вы чувствуете, что его хватка начинает ослабевать? Не. Он вновь принимается говорить со своей странной замедленной манере. Нет никакого врага. Он замолкает. Сработало. Вроде бы. Более-менее сработало. Так. Вот так. Нет, тут
Я думал, тут есть что-то, что можно применить. О, все, наконец-то можно открыть. Электрошоковая дубинка, золотое ожерелье, сигареты Крейг. Найс. Так, идем дальше. Так. Блин, нет, я не туда пошел. Я не туда пошел. Надо вернуться там к одной страшной твари и сказать этой твари, что его сын вернулась. Или вернулся, я не знаю. Ну, обоеполые это твари какие-то. Или там не обязательно там обоеполые. Или там могут быть однополые тоже. Оно. Да. Тут, короче, есть одно оно. Вот оно, да. Нифига себе. Блять, только не надо делать какие-то странные херни, у меня и так рассудок попиздеет. В рту существует экстатический визг, ни разу не сомневалась я в предсказанном мне даже в самые черные дни. И вот ты привел его ко мне, моего сына, исполнил сокровенное слово, нашептанное мне. Привел, до сих пор не могу понять, зачем я это сделал. Потом, вот эти вот варианты, которые вот сейчас вот вышли, и вот трясутся красным шрифтом. Это все из-за того, что у меня, ну, у главного героя шизофрения адская. Из-за того, что рассудок там чуть ли не мне, короче, по швам разошелся из-за некоторых моментов в игре. Там, короче, один оккультист наложил проклятие на челика моего. И мой чувак так-то немного ёбу дал. Шизофрения у него развилась. Не. Ну, как бы тут, как бы... Не, ну если бы я в жизни увидел такую хрень, я бы это застрелил сразу, наверное, скорее всего. Я не знаю. Оно тут такое, типа, говорит. Начинает говорить, и там что-то типа это. Говорит, там, принеси мне, ну, приведи мне моего сына. Говорит всякими странными словами, загадками. Там, ну, как помешанное там и прочее. Короче, пипец. Ну, давайте я так скажу. Ну, конечно, ты сомневалась. Существо, называющее себе Эдемавой, копается в своем безлюдном обиталище и возвращается к вам. В руках надежда загадочно светящийся метеорит по форме, похожий на крест. Но я нашла это в тот день, когда услышала пророчество. Временами Господь благословляет металлы в моем саду, чтобы они не сияли, вечно отражая свет всемогущего. Эдемава вручает вам странный крест. Чего тебе нужно, апостол павших? А ты в курсе, что твоя вторая половина твоего сына выглядит как-то безжизненно? Эдемава с беспокойством бросает взгляд на чернеющую мертвую половину своего отпрыска. Абель, сын мой. Кожистая пленка, затягивающая глаза существа, затуманивается. Два рта существа продолжают в скорбном хоре. Я не богохульник, Боже упаси, но я невольно гадаю, для чего Господь велел вторично свершиться греху Каина. Увы, мне этого никогда не узнать. Внимательно пронаблюдать за мертвой половиной существа, никогда бывшей Абелем. Дедукция. Ну, наверное, прохнет. Молча созерцая неподвижную половину существа, вы сперва не замечаете ничего из ряда вон выходящего. Внезапно какое-то слабое шевеление в районе шеи, на которой болтается синеющая голова Абеля, привлекает ваше внимание. На безжизненной, висящей в шее, чья несформированная половина теперь находится всецело в власти умертвившего его брата, вы замечаете похожее на пульсацию вены, почти незаметное подрагивание. Голоса обоеполого существа врывают в ваше сосредоточенное молчание. Что ты видишь, апостол? Что ты видишь в моем сыне? Абель все еще жив. Существо внезапно поднимается на дыбы так высоко, что на мгновение вам кажется, что оно вот-вот взлетит. Что ты сказал? Что ты только что сказал? Он дышит, мне кажется, тебе нужно попробовать его выходить. У него все еще есть шанс выкарабкаться.
Вид существа делается по-новому пронзительным. О Господь, надежды, дарующий тепло даже самым холодным сердцам. И Дамава оборачивается к нам. Я в долгу перед тобой, апостол. Хотела бы я поделиться с тобой еще чем-нибудь. Если ты и правда хочешь мне помочь, расскажи, что ожидает меня в этом богом забытом месте. Дамава моргает своими многочисленными глазами. Боюсь, что в этом моем саду тебя ждет только смерть. Ты попросту не создан, чтобы обитать в нем. Спящая. Даже сейчас она ощущает твое присутствие. Что за спящая? Так, кто спит под землей, пылающая вестница самого Господа Бога, одна из его ангелов, что пала нам во след в тот день, когда мы ощутили внутри нас красоту света. Приземлившись, она спалила всех грешников, всех тех, для кого она не была надежда. Затем небесными цветами Господнего цвета она принялась связывать нас с нашими любимыми, кусок за куском, делать нас едиными. Вот, блин, представь, подобная хрень случится, метеорит там какой-нибудь упадет, и люди вот так вот мутируют, типа. А те, кто не были рядом с другими людьми, типа, они не мутируют. Они просто сдохнут, огромная доза радиации или типа того. Не знаю, что это, но, представь, это пиздец как страшно. А где находится эта спящая? Она греется теплом внизу, под садом. Почивает укрытая его ковром из цветов, но божественный дух ее, как прежде, веет где хочет. Как космический огонек, как ослепительное воплощение чуда Божьего творения. Жизнь такая придется принять. Да, блин. Это стрёмно. Ну ты представь, док, у тебя, допустим, собака дома, да? Ну ты просто любишь свою собаку и живешь с ней. И все, что тебе остается, это просто слиться с собакой. Это ж пиздец. Я даже представить боюсь, как ты будешь выглядеть. Это кошмар, конечно. А у меня это вообще будет пипец полнейший. Ой, блядь, я представить даже боюсь. Жесть какая-то. Сейчас ангел покоится в конце этой улицы, недалеко от проклятого места. От того проклятого места. В хоре его голосов внезапно слышится беспокойство ведьминого дома. Расскажи мне об этом доме. Мне никогда не нравилось это место, даже прежде, когда я еще было разделено. Ни муж, ни жена не любили гулять по улице, на которой стоит это ужасное строение. Они всегда знали, что за его стенами плетет свои козни сатана. Ну, какая-то глубоко верующая пара, походу, была, да? Последний раз, когда я его видел, оказалось, что очищающая пыль ангела не тронула его. Не ходи туда, апостол, в том доме нет ни места для Господа, ни для его созданий. Так, и как мне встретиться со спящей? Впервые за время беседы двойник лик существа выражает искреннее удивление. Ох уж эти верующие, да. Но, видимо, именно вера, сохраняет и какой-то разум. Она была послана не для тебя, апостол. Ты не найдешь в ней жалости таким, как ты. Но если ты по-прежнему ищешь искупить грехи людей и узреть вселяющий страх лика ангела света, тебе придется раскопать нору, в которой она спит. Раскопать? Ясно. Тогда я пойду. Ну погнали. Чё-то у меня солдат скоро ёбнется, мне кажется. У него сознание уже вообще не алё. Тут столько этих камней, оказывается. Ой-ой. Особо не замечал. Мы единое целое, мы единое целое. We are the one. We are the one.
Так, что за кресло нам не дало, кстати? Исходящее от этого распятия сверхъестественное сияние внушает вам серьезные сомнения в том, что оно изготовлено из какого-либо известного вам металла или минерала. Артефакт. Да. Это, кстати, вот безголовая собака, которая там стояла, это как бы из-за того, что у меня главный герой шизофрен. Но это, кстати, безголовая собака указала там на сияющий камень, который я до этого не замечал. Она прям рядом с этим камнем стояла. Так. Надеюсь, тут нам сражаться не придется. Так, стоп. Надо дробовичок взять в руки, кажется. Винтовка свобода, конечно, прикольная штука, но дробовичок, мне сейчас кажется, будет понадежнее. Дрободанчик, дрободан. О, дерьмо. Пожалуйста, не умирай, только с ума не сходи. О, все твари идут туда. Что происходит? Да ты чё, серьезно? Вот так вот просто начнем драться. Копать. Вот серьезно, вот здесь вот копать мне еще надо. Блин, у Эдуарда паника, ну серьезно. Жестко, да. Дебафы дичайшие. Так. Давай-ка ты... Ладно, шмальни разок по этой хрени. Я бы хотел сказать хуйне, но ладно. Бля, он плюнет в них. Да. Ну, хелса есть хотя бы. Я не знаю уж сколько болезней я собрал, так что вообще поебать. Блин, надо выкапывать это дерьмо еще. О-хо-хо. Что? Сука, моего оккультиста с ума свести решили, что ли? Бля, поебать, короче, рашем. Раш. Залетаем туда просто. Блин, они еще и сзади появляются. Так, это вообще плохо. Блин, что такое нерешительное? Беги просто вперед. Блин, очень мало очков действия дает. Блин, у меня коктейль мод. Блин. Ну почему я бомбу-то не взял нормально? Так, теперь их надо класть. Срочно их надо класть. Пам нахуй. Вот само понятие увернуться от бомбы, это как звучит-то вообще, ну от взрыва типа. Уебанулись? Как это хуй-то, блять?
Ой, блядь, эти пошаговая игра, блин, это вообще... Никогда не понимал такого дерьма. Походу Габелла. Походу ГГ. Хотя... Да пош... Бля, ну это... Ты еще можешь кинуть, да? Да, кидай, блядь. Да пошли вы нахуй, серьезно. Просто... Блядь. Я отказываюсь это вообще хоть как-то воспринимать серьезно. Повернуться от взрыва, как-то на Молотова. Типа, ну, блин, взрыв уже произошел. Он рядом с тобой, ты в зоне действия этого взрыва. Каким, сука, образом ты уворачиваешься от него? Просто. Ну и срань. Все плохо, ребята. Ага. Смотрите, что делает мудак, да? Мой главный герой сейчас вообще поедет на Котенко. Пиздец. О! Красавелла. Блять, что это было? Короче, идите сюда. О, нет. Еще один удар такой. И ладно, еще второй такой удар. Я все. И мои полномочия на этом все, как говорится. Так, похилься, пожалуйста. Найс, молодцом, похилил. Братка похилил. Братан, братиш. Эдуарда остался в жопе. Эдуарда в говне. Эдуарда в говне. Короче, Эдуарда поставим здесь вот, у этой дырки. Пускай он там стоит, сдерживает этих мудаков. Не знаю. Блин, это срань сейчас. Что он сделал? Усилил эту хрень. Спящие внизу невероятно нездешние цвета сменяют друг друга очаровывая и мания, но затем исчезают, вызывая приступ паники. Не, после этого боя мои люди уже не будут прежними, я вам сразу говорю. Это пиздец, края. Это все. Мне кажется, тут уже не кукухой поедут точно. Так, красавчик. Как в Афгане, считай, повоевали. Да. Блин, вот Эдуарда у меня точно с ума сойдет, я вам точно говорю. Так, сюда вставай. Ну, не знаю, ну и отбивайся, как бог, не знаю, что тебе остается делать. Бля, бедный Эдуарда, он сейчас хоть дерьмо должен выйти. Так, а я иду копать. Хуй мне делать. О, сука. Что с тобой?
условие не соблюдено, в смысле? Лопата, лоу. Лопаты в руке не было, ты прикалываешься нахуй. Пиздец. Ты тварь, ну не в меня же, ты чё? Хорош! Блять, одна хп. Вот этому челику надо бежать сюда и похилить моего челика. Ядрить их много. Ваше скитание по проклятому городу подошли к концу. Ваш труд сейчас будет ищет пикмановские гули. Но это не пикмановские гули, если что, были. Это вообще какие-то неведомые твари. Ну реально, неописуемые твари, это они. Вот это я, блин, опять облажался. Надо было загрузиться уж лучше. Потому что, ну, мне один хер придется лезть в инвентарь и тому прочее. Но на сей раз я ошибаться не стану, кстати. Может быть, даже лучше все сделаем на сей раз. Просто бежим максимум скорости сюда. Блин, Эдуард опять охуевает. Ну, потому что у него не хватает реально очков рассудка. Так, все, максимально добежали сюда. Вот этого мудака придется нам гасить дружно, потому что он переграждает нам путь. А еще было бы лучше все-таки кинуть гранату, и если бы она сработала, то было бы вообще офигенно. Было бы чудесно просто. Да ладно. Так, быстро реакция. Бля, ну печально то, что ты... Ну ладно, давай ты быстрее понимаешь. На. Ну и как ты мог промахнуться, серьезно? О, ну попал же. Можешь ведь, когда хочешь. Найс. Блин, чувак, не отъезжай, будь добр. Только не отъезжай. Живи, братишка. Гранату держи. Мутировавший фашист. Это издевательство просто серьезно. Это просто какое-то, блядь, нахуй издевательство. Да пошли вы, блядь, иди, ну просто ебать. Ну я ебал. Не, я отказываюсь просто. Охуеть. Вернуться с коктейлем Молотова. Мне, кажется, нереально повезло, да? В плане взрыва граната. Которая, кстати, очень мало урона нанесла. Так, подожди-ка. Эдуарда, ты давай это... Уколи-ка себя укольчиком. Вот это. Потихо уже отъезжаешь. Рассудком. Плюс лопатку. В руки.
Не, дядь. Так. Не знаю. Ну, типа, с крестом, кажется, мне шансы какие-то есть. Непонятно, для чего он мне нужен, но, походу, с крестом я буду увереннее в бою. Наверное. Вот не уверен я. Не в курсе. Не разбавлено виски мистера Слоуна. Нифига. Виски мистера Слоуна. Опять эта хрень. Или может нет, это просто попасть в это место. А, скорее всего, так не сработает. Да ты, ну серьезно. У него еще шизофрения собрала. Быстрая реакция, у нее шизофрения. Быстрая шизофрения. На самом деле должен стоять здесь. Зато Эдуарду теперь в порядке, более-менее. Мутировавший герои меча и магия, да. Ну ты чё, Эдуард, ну серьезно? Ты один хер получил, блин. Один хер запанковал. Ну ничего. Ой, блядь, серьезно? Ты проебал, да? Да, ты хрен. Пиздец. Он еще и вещи проебал. Может это дерьмо Перри? Я вот пытаюсь себе представить этот критический провал, типа как он произошел. Типа его кривые пальцы выронили
бутылку коктейля Молотова, оно разбилось о землю и все, и он даже не успел его зажечь, типа, в руках. Как вообще это произошло, я не понимаю. Вот сейчас мне граната капец как нужна. Блять, ты сука, ты пиздец. Ах ты, бля. О, бля, вообще как боженька. Ебануло как боженька. Всё. Колени дрожат. Бля, мужик, давай собери. Сука, мой главный герой умирает. Получает урон. Обитатели окаянной улицы. Блять, окаянные. А, у него нету, да? Ну, чувак. Давай быстрее хотя бы вот по... этой твари. Ага. Что патрон потратил на этого мудака? Плюнь, плюнь, плюнь. Хорошо. Ой, бля, я не представляю, как это вообще работает. Ну это вообще бред. Хотя бы он один остался. Все, ты просто должен добежать до туда и выкопать все дерьмо оттуда. Эдуарда. Так, твоя задача убить это дерьмо. Красава просто. И стой до конца, просто стой до конца. Все, я добежал до места. Теперь надо, чтобы остальные встали как-то вот так вот, там, не знаю, как-нибудь четко. Так. Ты залетай сюда. Вот так вот, давай правильно. Сосредоточься. Хотя бы вот так вот стань. Сосредоточься. Нельзя, чтобы они вот туда просочились, короче, внутрь. Буду всевозможными способами блочить их. Капец, он их бафает и бафает, бафает и бафает. Блин, четвертый появился. Черт, это плохо. Копай уже, копай, копай, копай. Это что? Лазерная пушка? Раскопка. Так.
Дети по Зузу, ну-ка давай применим. Подожди. Ну. Почему он не может применить? Рассудок вроде есть. Не хочет почему-то, я не знаю почему, но просто не хочет. Так, так как применилось, типа мы пройдем. А то оно много урона наносит Эдуарду. Я не знаю, надо по нему стрелять, нет? Пиздец. Вау, слышь. Это уже слишком. Гнев сокрытого, блин. А если я его вообще выкопаю, ну типа ну, после этого дерьма это я типа выкарабкаюсь вообще? Так, давай-ка мы на всякий случай все похилимся. А то что-то я боюсь. Мы можем не пережить этого всего. Да ты пошел, блядь, пиздец, сука. Ой, блядь, вот сейчас ему надо было обоссаться, вот серьезно. Вот сейчас, блядь, тебе надо было обоссаться. Вот когда вот все уже решающий ход. Вот просто необходимо было обоссаться. Пиздец. Не, ну это все. Я думаю, это последний ход был. Дальше он опять массовый удар нанесет нам. Или нет? Если без массовик. Ну, нормально. Фу, нифига нам повезло сейчас. Эдуарда. Нет, это вот Джилстан, блин. Это он зафакапился. Это хуйня? Нет, это он не получает урона. Это он, короче, пропустил ход. Если бы он выкопать дальше начал, ну, типа, сейчас что-то пошло бы норм. Пожалуйста, 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 будь в порядке, сука. Отлично. Защита давай. Нет, урон не получает. Ну, я что-то думал, что может быть. Короче, просто защищайся, Эдуарда. А ты примени детей по Зузу. Будь добр. О, наконец-то. Ох, ни хрена. Вот это было... Блин, вот это опасное заклинание. Жизненно мощное. Так. Сколько у него? 25 рассудков. Ну, все. 2000 братишка. Все, мы в каком-то понятии безопасности пока что. Тут срань, конечно, может нам
поднасрать. У него сильная массовая атака. Вот это вот дерьмо. Гнев скрытого. Не желающий, чтоб ее откапывали. Спящий внизу, не желающий, чтоб ее откапывали, применяет гнев сокрытого и направляет смертоносное излучение на своих недругов. Так, давай. Братишка, красава. Да пош... Не. Фу, он просто пугает. Он типа не критично пугает. Излучение. И... А что ты должен сделать для этого? Типа мне тут помощь нужна или что? Я не понимаю. Бля, дети по зузу. Шатайте эту хуйню. Найс, дети по зузу ебашут. Аккуратно, Эдуарду. Аккуратно. Доставай дубинку. Настало время. На, нахер. На, Эдуард хорош. Ебать, что ты творишь, твари? Видимо, они должны вместе вытащить. Ну, типа, я так понял. Так, стоп. Эдуардович, блин, он получает, сука, урон от этих насекомых, которых я наслал. Надеюсь, ты выживешь. Что? Я там правильно прочитал? Он типа прячется? Мой чел. Блин, Эдуарда. Пиздец. Главное выживи, блин. Пиздец, вот сейчас вот Эдуарда может откинуть, точно я вам говорю. Он умер уже, мне кажется. О, да ты чё, Эдуарда живой? Так, стоп. Блин, Эдуарда, тут не смей умирать, пожалуйста. Не смей умирать. Есть чем полечить? Пожалуйста. Морфий. Ну, блин. Черт. Нету ничего, ну просто, короче. Будем надеяться на удачу. Надеюсь, нам повезет, короче. Просто защищайся ты. А, теперь ты сране наносится урон. Блин, ну пиздец.
Ну это все, это ГГ. А, я тут еще дробовик не достал, бля. Спасается бегством? Да не убегай, чувак. Это не поможет. Пожалуйста, умри. Бля, Эдуард умрет. Он же умрет. Бля, отъехал. Я тоже отъехал. Сука. Ну и хуйня. Блядь. Мы в дерьме. Мы просто в полнейшем дерьме. Почему у меня, сука, гранат нет? Что за дерьмо? Окаянная улица. Блин, настолько окаянная улица, что хз. А, так и должно быть? Хм. Ну ладно. Да, мне просто казалось то, что там у меня должны быть вот бомбы эти. Так, тут дробовичок. О, консоль можно открыть, ничего себе. Походу, чит-коды тут можно вводить какие-то. Так. Блин, может тебе покурить сигары? Ну, что-то немного поднялось ему. Так. А, он не одел дробовик. Класс. Так. Виски. Электрошоковая дубинка. Электрошоковая дубинка. Ироды. Если уж так решил, то надо идти. Уж надо. Так. Вот, друзья, выходные. А я как раз выберу сделать. Прикольно. И чё, экзо? О, кстати. Такой. Ну я поем, конечно, зря что ли бутеры сделал и потом такси закажу. Окей.
Так. Что я тут хотел сделать-то? А, ну да. Псих-одиночка, привет. Кадима, ты еще и стримишь? Ну, точно гений. Да, такое. Видишь, даже маскируюсь. Соответственно. Типа накладные усы, чё-кого. Так. Сейчас. Подожди. Бьющее сердце. Эка. Ухнуть нам надо как-нибудь. На стриме даже можно. Да, было бы неплохо. Так, отдых. Сейчас подойду. Сыну что-то нужно. Бляха астында.
Так. Аригато, аригато газаймас. Так, ладно, погнали. Я же могу создать дерьмо. Но, видимо, не могу создать дерьмо. Электрошоковая дубинка. Не хватает самой дубинки. И верстака. Ну и ближнего боя. Дерьмо. Ладно, я потихо собираться. Если до ночи будешь, зайду еще. Окей, давай. Да, вау. Приятно тебе время провести. Смотри, много не пей, это как в прошлый раз будет. Ну, типа, без памяти добраться до дома, это страшно. Можно было бы сходить, кстати. Не, мы такие, жизнь такая. А? Что? А че, энергии набрал? А то можно, конечно, сходить. Так. Тут здесь я сохранюсь. И загружусь. А, я забыл лопату в руки взять. Блин, самое тупое то, что вот этот чел не может взять в руки. Типа лопаты, не знаю, топора, да хоть что-нибудь сделал бы. Вообще ничего не берет. Короче, я не буду подбирать этот странный камень. Пробегу, короче, мимо. Нет, нельзя. Это хрень сама. Не, ну это трай победный, если чё. Так буду он победный. Я просто в упор шмальну с дробовика по этой хрени. Не, ну разлетится 100%. На самом деле просто у входа надо завалить вот этих вот троих. И дальше все по-простому пойдет. О, нифига, марш-бросок. Прям уже чуть ли не внутри находимся.
ТСК сюда еще применить детей по ЗУЗу. Они могут, да. Проблем принести пользу. А сюда встану. Отпадла. Плюнуть решила. Дать подумать, что бы я сделал. Так, ну... Давай встану сюда, пожалуй. И... Пожалуйста, граната, сработай как надо, умоляю тебя. Ну, естественно, ты не сработаешь как надо. Ты же, блядь, шуточная граната, блядь, просто не настоящая. Я и забыл об этом. Хули ты паникуешь? Нормально все. Пиздец. Скатра ты фуллен ханери. Боу, слышь? Офигеть, сколько дебафов на нем лежит. Офигеть, на нем дебафов. Туча просто. Ну это вообще типа... Это даже неправильно. То ли метательное оружие не прокачано, то ли еще. Ой. Бля, ну просто смешно. Блин, победный экран, конечно. Просто умер в начале. Блин, брать в руки дробовик, мне кажется, была плохая идея. Теперь мне кажется, что это была плохая идея. Черт, какая же плохая идея. Блин, еще на Горьке 17, кстати, напоминает. Я вдруг вспомнил о Горьке 17. Почему я о нем сразу не вспомнил, интересно.
Хроника Редука. Вин Дизель. Да. Хроника Редука. Может, сегодня день рождения? Хорош. Что? А, я подумал, она умерла. Типа, нифига, у него две болезни. Воспаление мозга. Липкий ужас, персонаж под... Ебать, серьезно. Вот они дебафов нам накинули, кошмар. Пиздец. Как жить-то теперь? Ну и блин, если мы типа выкарабкаемся каким-то образом с этого боя, то я не знаю. Мы вообще потом жить сможем. Хоть как. Блять, ты еще кританул, тварь. И убил, ну блять, естественно. Сука, ты заебал. Не, надо пистолет брать. Без пистолета тут вообще никак. Какой же он, сука, дикий. Дичайший.
Почему мне лопата скидывает все время? Это, блин, меня напрягает вообще-то. О, хуя, блин. Блин, я захотел взять лопату в руки, да, блин, оставьте мне его. Достали. Так. Да. Надо хакантикова сегодня в целое блюдце, да? Вот, посмотрим. Дядя. Итак, тие сох, он русский контролю. Оу, бомба. Да, еще одна бомба в руке. Да хуя бомб. На, посмотрите. Взгляд. Посмотри. Так. На. И... Да, блядь, серьезно, как ты меня достал своим критическим провалом? Ну как? Прячется. Короче, защита. Ай, жалко, нельзя пропустить ход вот этих вот ребят, блин, чтобы не смотреть каждый раз на этот, не знаю. Вот это shit. О. Ну это Эдуарда сыкло, блин, просто. Ублюдок ты сыкучий. Пожалуйста. Красавчик.
воде? Наконец-то bulundu. Ada aku datang dia. Basmata. Aku lagi dan. Ada aku datang dia. Basmata. Kami bulundu. Kami ako laro na ni pare. Вот. О! Ага, тук не. Басмат. Вот ты. Блин, а ты такой балек уснул? Complete run. Говно, говно. О, нифига. Уи, крутится. Бля, как же этот бой меня доебал. Блин, казалось бы, 3 ублюдка и все, но... Сука. Тут так до хера штрафов по рассудку идет, что пиздец. Вот опять. Oh. Не мог. Ман потихоньку. Бат, я. Кого? Ага. Страна в темноте там он будет. Больше получается десяток. Бомбуча Азербайджан лапки. Ага.
Отлично. Воу-воу-воу-воу-воу. Да хорош, нет, еще. Ну, блин, кайф. Да куда ты, ну ёпта, блин. Сразу продолжение. Ух, хорош. Нифига красавчик.
Ну заебись. Просто время охуительных историй. Что я могу сказать? Типа. Так, тихо, 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 тихо. Эдуарда сошел с ума. Я просто балдею. Блин, дайте мне сходить, ты ёпта. Царапина 0, серьезно? Другое дело. Да блять. О, пипец. Я уже лишился одного напарника. Эдуарда сейчас тупо умер у меня. Может, с ума сошел. Он стоит трясется. Сука, такого крутого, блин, персонажа лишился. Я хуй знаю, я просто обязан, блядь, вывести этот бой нахуй. И патронов нет. Ну стоит тогда. Что я могу сделать?
Что я могу тебе порекомендовать? Стой здесь и защищай. Блин, давай не страдай, просто бей это дерьмо. О, красавчик. О, красавчик. Еще один удар и все. Мы на коне. Это... Найс. Пиздец. Наконец-то. Ты что, в порядке, что ли? Я думал, Эдуард у меня сошел с ума, но он, кажется, типа норм ему. Так, сладкий цветок безумия. Надо от этого говна излечиться. Не знаю, что это ему дало. Рассудок тупо один стал. Но... Запретный плод. На короткое время увеличивает скорость накопления опыта и восстанавливает рассудок. Также снимает отрицательный эффект, наносимый способность обитателя. И что плохого? Он так-то охуенный у меня стал, нет? Но... Может, я себе тоже применю? Типа запретный плод. Так, стоп. Давайте-ка я на всякий случай сохранение выход сделал. Этот бой был вообще непростой, я вам скажу. Это был вообще край. Это был один из тех боев, из-за которых чуть ли не ты можешь дропнуть игру. Ну, типа, пипец это вообще. Это из таких боев был. Когда ты близок дропнуть. Так, где там? Да, вот. Смотрим. Да, все отлично, как по мне. И рассудок вообще охуенный. Ну, ладно. Иммунитет к панике. Ладно, вроде как мы в порядке. Так, странный камень подобрали. Посмотрим, что это. Разумная пиявка мутант. Талисман мутировавшее существо. Насосавшаяся крови демоническое существа, пиявка переросток может даровать своему владельцу магические способности в обмен на кровь. Да ну нахуй. Образец инопланетного гриба. Резко пахнущий резиновый на ощупь фрагмент губчатых тканей. Типичный для своего вида, но оттого не менее завораживающий представитель. Абсолютно неведомый вам флора. Можно подвергнуть исследованию. Фрагмент метеорита. Хорошо.
САС Тодо. Как там говорят американцы. Закурил. С меня хватит. Я этого просто не вынесу. Пердо нами, но я еще не готов умирать. Хуясь, Эдуарда струхнул. Фига он цыкнул. Не ждал от него такого. Не, ну я сейчас подумал то, что он сейчас себе в голову прострелит и типа скажет типа чао бомбино или типа того. О, найс. Так. Чао бомбино, Киркудук. Да, тяжелая локация. Ой, блин, наконец-то мы выбрались из этого дерьма. Милитант, привет. Из какого региона Стремчанский? Из 14-го региона Стремчанский. С Якутска. Здравствуй. Так, это ведьмин дом, да? Ну, зайдем, чё. Пережив невыразимые ужасы, с которым вам пришлось столкнуться на этой улице, вы начинаете подозревать, что этот жуткий дом станет для вас местом, откуда нельзя будет повернуть назад. Вы хотите вернуться в квартал паломников или войти в ведьмин дом? Да войти, естественно. Да войдем. Оу. Все. Дверь пропала. Двери нет, товарищи. Двери нет. Роскошное антикварное ростовое зеркало придает отражающееся в нем. Отражающееся в нем гостеприимной обстановке дома. На удивление ностальгический оттенок. Неужели туда пингвин довезли интернет? Не, лучше. Олень довезли. Так, пустая записная книжка. Оленеводы там цепляли кабеля и там, короче. Ну и протягивали оптоволокно через всю республику. Так, следы пепла и сажи указывают на то, что не так давно этот камин согревал обитателей этого безотрадного жилища. Однако ваше воображение куда больше занимает доносящиеся из дальнего угла дымохода звуки, поразительно напоминающие что-то хихиканье и бормотание. Стрёмное дерьмо. Ну, чуваки, я не знаю, вот... Так, несмотря на зловещую атмосферу, наполняющую весь Архам, и в одном другом месте подобные этому идиллические изображения не являлись столь же разительный контраст со своим безрадостным окружением, как здесь. Ладно. Хорош любоваться. Идем наверх. А эти знаки что означают вообще? Что-то я... Так, стоп. Ну типа запомнил. Ладно, на всякий случай запомним. Несмотря на зловещую... Так. Угу. Ну, картина, понятно. Когда-то эти изысканные настольные часы должно быть верно служили отмерять течение времени, но в этом полном зловещего оцепенения доме даже
само время замерло на месте. Это экстравагантное но до нельзя закопченная глыба металла, не что иное, как печь отопления, гордоливо выставляющая на показ изощренную работу литейщиков 18 века. Старая хрень. То, что хозяин этого обветшалого дома избрал в качестве единственного экспоната, выставленного за стеклами этого шкафа чучело воронов, обстоятельств настолько необычных, что поневоле задумываешься, не является ли это умышленная метафора тех тайн, что невозможно не передать устами, не изгладить из памяти. Ну, слушайте, что-то это... Допустим это. По-моему, тут такое было. Или наоборот. Типа... Да, то теплое лето было хорошее. В конце сентября прям, ну, снег пошел. И вот изредка падает снег. Изредка падает снег. Но где-то в 11 числа октября, наверное, снег, ну, прямо ляжет конкретно. И уже, ну, таять не будет, наверное. Так, ну круто, круто. Сияние этих отливающих фиолетовым сплетающих геометрических фигур порождает в мозгу мириады возможных математических сочетаний, как бы намекающие на тайны мироздания. Ну как бы, да. А ты откуда, милитант? Рассказывай. У нас вполне себе все было нормально. Прикольная крыса пробежала сейчас. Так. Кругляшки. И треугольники. Кругляшки, треугольники. Алтайский край. Чё, как она там в Алтайском крае? Как погодка. Не знаю. Также, в принципе, не очень теплый регион. До снега, правда, еще далеко. А у вас когда снег падает? В Алтайском крае. О! По стеклом этого Так. Выставлена коллекция нарядных фарфоровых кукол, однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что все они изображают миниатюрных хмурящихся женщин. В самом деле, кто может улыбаться в таком месте? Картины потекли. Краски, которыми были написаны эти безмятежные постарали, постепенно оплывают, смешиваясь подобно тому, как моменты рассеянности приходят в смешение с мыслей в вашей голове. Да хрен знает, с непокрытой головой еще спокойно можно ходить. А мы с шапками только ходим сейчас. Пангаруда. Замерзшая, да. Заморозить кредит-то. Не знаю. Нет, наверное. Не знаю. Мне кажется, что нет. Такого понятия, как заморозка кредита, же нету. Милитант, как ты думаешь? По-моему, нет. А ну, $1. Не знаю, рад тестировать полутвитон. Я, наверное.
Том. Кимбер. Так, как игра-то? Также к ней присматриваюсь, даже до патча не делался. Ну... Игра вполне себе отличная. Ну смотри, как бы, вот как я ее называю, как я ее описываю. Блин, ну и срань. Короче, по системе прокачки, по RPG составляющей, она очень сильно напоминает Fallout 1 и 2. По боевке, по стилю боя и тому прочему. Ну, просто вылитый герои 3. Не знаю, но атмосферность и все остальное, оно прям, ну, лучшая такая, знаешь. Не знаю, она с легкостью может войти в ряды лучших РПГ, как по мне. Не знаю, что к ней, ну, почему ее не играют. Она такая же недооцененная, не особо там такая вот признанная людьми игра, как в свое время Fallout, мне кажется. Спасибо, Милитант, за фоллоу большое. Спасибо. Ну, серьезно, игра просто бриллиант, как по мне. Просто бриллиант. Вот это вот хрень и... Вот это. Я в эту картину смотреть боюсь. Ну, типа, мой чел может там с ума сойти или типа того. То, что в этих банках могли храниться человеческие органы, мысль уже сама по себе ужасающая. Но хуже то, что безжалостный голос разума, нашептывающий вам, они слишком малы для внутренности взрослого человека. Это да, блядь. Ведьмин дом, ведьмин дом. Так. Такая фигура. Что-то я забыл фигуру. Такая фигура. И... Все, понял. Но вот знаешь, что хромает в этой игре? Я читал, тут сумасшествие вполне нормально получить во время прохождения. Да тут мой чувак шизоид, к примеру. Он шизик. Шизофрения. Плюс зависимый от этих, как его, от лекарств. Зависимость большая. На меня наложили проклятие. Если я произнесу имя одного из... Ну, там, короче, один оккультист на меня наложил его проклятие. Если я назову его имя, то главный герой сразу же подохнет. Плюс у меня есть клеймо на груди. Короче, прижгли мне, короче, там отметину. Из-за чего часть души, типа, оно типа пропало. Короче, лишился чувства ностальгии или что-то в этом роде. Короче, больше человек не задумывается о прошлом или что-то того. И из-за этого мой чувак склонен к мрачным мыслям. У меня есть индикатор вот рассудка. У меня его 45 всего. И сейчас мне 43. Из-за всякой разной херни она падает. Вот просто случайно. Что угодно может случиться. Во время путешествия там из города в какие-нибудь там точки там ты можешь увидеть какую-то срань и с ума сойти. В игре это, кстати, неплохо с психологией, наука, красноречие спасает. Ну и дедукция. Вот 4 самых крутых навыка. А дальний бой и
ближний бой, ну чисто на усмотрение. Но как по мне, уж лучше идти на ближний бой. Ну, там просто есть некоторые такие крутые оружия, которые, ну, реально могут облегчить прохождение игры. Ну а насчет выживания, там оккультизма и медицины, я вот не знаю. Были моменты, когда я думал, что я могу вылечить там чувака, или там, например, с помощью навыка выживания, мне кажется, я мог бы открывать некоторые там, типа... А нет, ну да, там что-то делать мог бы. Но насчет вот, типа, атлетизм, это типа сила, да, ловкость, это типа два в одном. Если бы это прокачал, он, например, бы силой мог бы там открывать ящики и тому прочее. Но я, кстати, поздно узнал, что плодовство это вскрытие замков и тому прочее. То есть шулерством может заниматься чувак и тому прочее. Ну, плутовство, кажется, как офигенная вещь. Но вначале, как по мне, мне повезло с навыками, типа, ну, психология, наука, красноречие, и дедукция была прокачана. И поэтому я в некоторых, ну, во множество диалогах там прокол прикольный вариант. Там мой чел там, например, замечал всякое разное. И варианты ответа были прикольные там в некоторых моментах. Ну там также думать надо в некоторых моментах по типу ну, красноречием там как-то пытаться убедить, например, умалишенного, но типа бред полнейший такой, типа, ну, не проканает. Он просто нахуй пошлет того. Ну или, например, можно помочь челику, который вот-вот уже сойдет с ума. Он начнет, ну, типа, какую-то херь начнет нести. А ты такой, типа, ты подумай о том-то. Короче, там, если психология прокачанная, то он такой, типа, задумается, такой скажет, о, ни хрена, ну, типа, действительно. Или если, например, прокачана наука, то там есть один чувак, у него там, типа, одной руки нету, и он ощущает фантомную боль, типа, ну, типа, у него рука же, вторая, типа, отсутствует, и он думает то, что оно, мозг его думает, сознает то, что оно есть, и он, типа, чувствует фантомную боль, несуществующую боль. И с помощью науки ты сооружаешь, короче, ну, такой, ты осматриваешь его руку, и потом вот думаешь над решением, там, когда науку прокаешь в диалоге, и сразу там появляется, там, типа, знание о чертеже одном. Вот, типа, вы там что-то изобрели, какую-то херь, короче. Ящик с зеркалом. Создаешь ящик с зеркалом, приходишь к этому чуваку, ставишь ящик с зеркалом перед ним, там, он сует свою руку в этот ящик, и там, типа, зеркало такое. И он думает то, что у него, короче, вторая рука существует. И мозг, типа, увидев это, ну, типа, он сам как бы себе внушает то, что второй руки, ну, как бы, ну, типа, действительно нет, и у него пропадают эти фантомные боли. Ну, короче, прикольная фигня. Вот эти вот моменты все, они прикольно так отыграны в игре. Наука, дедукция, психология, красноречие тоже. Чё нахуй? О, это что, миры какие-то? Бля. Чё-то я немного испугался. Перерезали кабель, походу. А что такое? А, все работает. А что, стрим не работал? Что ли? Вроде ж пашет, нет? Блин. На чем я остановился? Напомните-ка мне. Так.
Рука Нергала. Рука Нергала. Страшное зеркало и про науку что-то. Ну, короче, то, что навыки прикольно там, ну, продумано в игре. Там навык красноречия, науки, психологии, дедукции. Примеры приводил. Ауч. Ты там не покоцался, надеюсь? Крыса с лицом человека. Угорает и убегает еще. Вы увидели ужасно. Рассудок помутился. Ну вот. Опять. Так, ну это получается такая. Ну я понял. Ой, блядь. Вот это, сука, пиздец начался. Чё за нахуй? Классический РП, короче. А мир-то большой или на пару часов прохождения? Ну, слушай, у меня уже 4-й стрим пошел. И... Ну, первый стрим у меня было на 2 часа. Где-то. Второй стрим, точнее, у меня был на 10 часов. Третий стрим на 8 часов. Ну вот, посчитай. 18, ну уже 20 часов уже играю. Ты такой же пугливый, как иногда ужас не могу. Ну это пиздец, ты видел это дерьмо, это ж страшно. Да. Бля, лол. Сука. Игра хорошая. Не еби мне мозги. Игра. Как долго, мне интересно, вот это вот собирается мозги трахать. Вот это вот страшно. Давай так поставлю, а тут вот это вот буду менять. Так. Блин, аж чувак проголодался. Ух. Найс. Сибалтус. Не-не-не, это плод шизофрении. Не-не-не-не-не. Он не настоящий, я вам говорю. Его нет. Его нет. Следы пепла и сажи указывают на то, что не так давно этот камин согрел. А я понял. Примерно после каждого мата твой стрим падает, кажется, тебя смотрит боженька и херачит каждый раз. Да, это печально, конечно. О, дневник обитателя ведьминого дома. Так, давайте почитаем. Тут еще текста прикольно написано. Иногда, конечно, орфографические ошибки вылезают, но это такое. Боже, какие сны мне вчера снились. В них сквозь исходившие от искривленных стен и все набирающие силу фиолетового свечения мне явился отвратительный образ Кассии Мейсон. Он словно проецировался на них из бесконечно малой точки, находящейся где-то под чердаком, чьи скошенные углы могли вести только в одно место. В 666 этажей ада. Навстречу мне крался Дженкин. Это покрытое шерстью чудовище, похоже на призванную ведьмой колдовскую тварь. Это чудище рывком стащило меня с постели и зашвырнуло в некий фантастический мир, который я не могу описать и не смею упоминать на этих страницах далее. Мой богобоязненный сосед увещевает меня обзавестись распятием. На какой мне будет от него толк, покуда я слышу в своих снах хихиканье этого отвратительного получеловека-полукрысы Дженкина.
Слышу я в глубине своего разума тот едва слышный насмешливый голос, что замышляет свести меня с ума. Прикольно. Ну как бы не прикольно, но прикольно. Так запомнить. Раз. Глаз и щупальца. Глаз и щупальца. Запомнили? Пошли. Глаз и щупальца. Глаз и щупальца. Не, на эти картины смотреть вообще нельзя. Категорически отказываюсь. Рассудок мне еще нужен. Ого. Что это за срань? Запомните меня. Оп. Ого. А что за противогаз? Кстати, я его снять могу же, наверное. Ну просто там я по окаянной улочке бежал. Ну и в общем меня закинуло в Чернобыльскую АЭС. Ну и вот. Шучу, но просто в этом в окаянной улочке там газ мега смертельный. И вот это вот пришлось благодаря науке вот это вот все изобрести. Ну точнее собрать. В этой игре полно оккультистов. До хера просто. До хера. Так, давайте мою одежду оденем. Ну правда она не моя, а какого-то, наверное, уже мертвого человека, без понятия. Нашел в отеле. По-моему. Проклятие. Стоит брать это кинжал? Что это за кинжал? Так. Ближнюю... Ага. Так, если о предметах можно судить по их внешнему виду, то жуткий облик это порождение нечеловеческого разума предупреждает о тому, кто станет свидетелем творимых с его помощью дел, понадобится крепкий желудок. А в какой стране вообще действие происходит? Я почти Лавкрафтом не знаком. Да, типа это Новая Англия. Не знаю, типа 1800 какие-то года или 1900 какие-то года, короче, идут. Короче, тут смотри, сюжет какой. Вообще сеттинг какой. Ёбаный рот. Короче. Запретные ритуалы уже, короче, были совершены. И древние боги пробудились. Там Ктулху и все тому прочее. Короче, и они разъебали весь мир. Короче, уже постапокалипсис, может, случился. Все, миру конец. Но по каким-то причинам именно город Аркхэм, вот город, в котором мы находимся, ну, типа маленький островок такой небольшой, в котором там есть некоторые, ну, небольшие такие там локации, там прочее. И, короче, мне кажется, это последние люди вообще, живущие во всей вселенной, остались в живых. А на земле там уже творит, ну, как кромешный ад творится. Иногда тут выскакивает, там прочие образы, тому прочее, там, типа, древних богов. Например, да, в общем, конец света произошел. И люди в полном отчаянии, тому прочее. Всякими разными случайностями тут оказались те или иные личности, люди. Например, вот в город Архем, там, короче, нелегальной контрабандой
пытались, ну, перевозили выпивку гангстеры, и они тут, типа, ну, мимоходом были. Просто их тут было большое количество, и они должны были проконтролировать поставку, ну, незаконного, нелегального алкоголя. Короче, это времена сухого закона. И они, получается, ну, застряли в этом городе с людьми. И когда это случилось, когда вот этот весь пиздец случился, тот день, кстати, минут черным днем, день конца света, они, недолго думая, захватили власть в этом городе и стали, ну, типа так этого. Ну и, конечно, они сотрудничают с оккультистами, типа друг другу дорогу не переходят, стараются не переходить. Типа дают им жертву и тому прочее. Там да, гангстер подходит там к какому-нибудь жителю, помечает его, ну, типа, и может он там денег задолжал, еще чего, он помечает его какой-то меткой, и оккультисты видят то, что он помечен, берут его и приносят в жертву там, к Тулху или к кому-то там еще. Короче, тут такие порядки, так живут тут люди. Пиздец полный, если честно. Не знаю, как тут люди вообще стали, ну, в каком-то статном количестве. Ну, типа, ну, я вообще удивлен, то, что тут много людей осталось еще. Ну ебать, устал еще. Подожди, стой. Подожди, давай, подожди. Блин, мой чел устал. Черные уста раскрываются, и комнату наполняет голос, звук которого словно огромное скрипучее колесо медленно сокрушает ваши последние надежды. Кажется, что существо, с которым вы столкнулись, воплощение отчаяния. Знаешь ли ты, что случается, когда я говорю? Короче, из-за того, что мой чел шизофреник, иногда некоторые диалоги, они стираются. Стираются некоторые диалоги. И вместо них выходит диалог шизофреника, ну то есть другое, короче, начинаю говорить. Нет, но... Чё, подожди, когда ты говоришь, я ощущаю сильно необходимость помочиться. Нет, но что ты вообще такое? Нет, не думаю, что-то плохое. Но, не знаю, первый вариант такой себе. Нет, но что-то такое вообще. Рок. Черные уста растягиваются в улыбке, обнажая ряды ужасных зубов. Ты ищешь чего-то? Знак, некий символ в форме звезды. Возможно, ты хочешь мне помочь? Неужели ты видишь здесь кого-то еще, кроме меня? Тебе помочь некому, не так ли? Я ищу знак, некий символ в форме звезды. Ах да, но знак тебя позабыл. Желаешь напомнить ему о себе? В каком смысле забыл? Ну, например, в том, что некогда он знал тебя, но теперь более не узнает. Или в том, что ты слишком незначителен, чтобы о тебе помнить. И что происходит, если ты отвечаешь как шизоид? А там, ну, непонятно. Например, как-то я разговаривал с гангстером, и там вместо того, что там... Я не помню, там какой вариант был, но он стерся, и появилось там, типа... гангстер, по-моему, спросил, типа, кто ты? А там вместо представления я, типа, ну... Я там Джилустан, типа туда-сюда, короче, вариант ответа там, типа с представлением, короче, назваться. Там выходит, короче, я принц голубей, типа, преклони колено передо мной, типа, и остальные варианты тоже такие себе, ну, типа,
Я консьерж, там, типа, меня послал там твой босс, короче, типа, солгать и тому прочее. Вместо обычного представления. Ну и там такое, короче. Разные. Там бывают хорошие диалоги и бывают и плохие. Да. Когда я сказал то, что я принц голубей, он там охуевать начал, он сразу пистолет начал вытаскивать. Я типа такой, ёпта. Ну, один хер нам пришлось сразиться. Ладно, желаю. Уста на мгновение смолкают, и вам кажется, что в их извивительном изгибе проступает тень удовлетворения. Когда они вновь принимаются говорить, старинная мебель в комнате подрагивает, словно бы согласие с вашим невероятным собеседником. Готов ли ты принести дань? Что ты имеешь в виду? Уста на миг замирают, делая жутковатую паузу, которая явно несет себе некую зловещую угрозу. В эту игру надо играть иначе. Готов ли ты принести дань? Что еще за дань? Не собираюсь я платить никакую дань. Меня так уста изрекает властным голосом, от которого у вас мороз пробегает по коже. Тебя охватывает чувство неутолимого голода. Твою мать, готов ли ты принести дань? Нет! Голос, исходящий из черных уст, сочится ядом. Ты чувствуешь, что заболеваешь. Я сказал нет! Болезнь буквально пожирает тебя изнутри. Нет! Лихорадочное ощущение наполняет вас. Нет! Уста в очередной раз замирает в неподвижности, словно само время замерло вместе с вами. Когда не раскрывается вновь, вы понимаете, что пробил час вашей смерти. Ты не стоишь моего времени. Ебать. Проклятый вопрос. Ваши ответы не смогли удовлетворить черные уста. Вы будете заточены в стенах ведьминого дома до тех пор, пока голод и болезнь не пошрут вас изнутри. Я думал, он, типа, эти уста скажут, типа... А ты, типа, неплохо, а ты, типа, блядь, выдержал, а ты, типа, можешь, типа, это... Ну, короче, вы поняли. Да, он такой, типа... Ну, ты скучный, он сказал, и просто... Можно сказать, убил меня. Вот в этом месте они призывали Ктулху по-любому. Очень напоминает. Вот сейчас я, например... О, господи, как вас сегодня много. Долбаные вы рекламщики. Иди в ад. Иди в ад. Без негатива. Без негатива. Так, возможно, ты хочешь мне помочь. Так, желаю. Какую дань? Ну, да, готов. Губы причмокивают, словно предвкушение лакомства, перед которым невозможно устоять. Ты принесешь ее дважды. Один раз сейчас, один раз в будущем. Первый раз она легка, язык вновь пробегает по губам. Во второй раз тяжелее. Готов ли ты принести дань? Если подумать, нет. Ну, у меня же нет вариантов, она меня один хуй убьет, так что да. Уста продолжает свой гнетущий допрос. Знаешь ли ты, что за знак ты ищешь? Знаю. Со злобным удовлетворением голоса в голосе уста задают очередной вопрос. Можешь ли ты начертать его? Да. Каким цветом будет начертан? Багровым. Какой багрянец драгоценнее всех прочих? Багрянец крови. Чья кровь драгоценнее все прочие? Человеческая кровь. Так, будет записано в летописи проклятые вопросы. Отвечай, пока не стало слишком поздно. Чья кровь драгоценнее всей прочей? Ну, моя. Что есть багровая дань?
Это было уже не вопрос, но за возвещение того, что за ним последует, и вы с горечью осознаете. Этой игре озвучки не хватает, вот. Учился читать много текстов. Да, ну поэтому я и читаю. Так, своими ответами на проклятые вопросы вы свели множество лежавших перед вами путей к одному единственному, и вновь звучит вопрос. Что есть багровая дань? Моя кровь, моя кровь, моя кровь. Плата моя кровь. Начертай знак, черные уста уже буквально упиваются вашим отчаянием. И не забывай, что время принести дань наступит вновь. А разрезать ладони, начертать на стене символ. Обнажайте злочастный ритуальный кинжал, который нашли в центре странного круга из камней, и заносите его. Мне кажется, в этой игре просто не может быть, типа, хэппи-эндинга. Вообще не может быть. Тут в любом случае пиздец наступает, мне кажется. Хоть я и не проходил эту игру, но просто не вижу, что главный герой типа жил счастлив в конце. Или победил там древних богов, или что-то в этом роде. Опа. Мои пацаны пришли. Существо приближается к вам, в его желтых глазах читается смятение. Где ты пропадал, как мы сюда попали? Сперва я был на первом этаже, затем на втором, затем снова на первом, но уже немножко другом, но потом на втором, немножко другом, а потом снова на первом. Мне дорого стоило попасть сюда. И что же цена это была? Чтобы добраться до чердака, мне пришлось заключить кровавую сделку, рассказать ему о том, что произошло. Изгой слушает ваш рассказ. Лицо его, подобно застывшему лицу трупа, не выражает ничего. Наконец он медленно произносит: она сказала тебе, что ты должен будешь принести еще одну жертву. Да. Изгой погружен в глубокие раздумья и не произносит ни слова. Ты ничего не помнишь? Последнее, что я помню, это как мы вошли в это проклятое место. Все остальное окутано туманом. Незнакомец, этот дом, играет с нашим разумом. Я советую как можно скорее покинуть его стены. Давай покинем это проклятое место. Солдат, ты как? Жду приказа, сэр. А, ему норм. Ему насрать. О, вот это вот крыша у вас едет, ребята, у меня тоже. Пиздец. Какого хуя? Ебать, и где я? Нифига там. Ебать! Я психушки? Открыв глаза, вы видите склонившегося над вами человека средних лет в докторском халате. Вы совершенно потерянные в пространстве, вас ужасно тошнит, и то, что человек говорит практически нос к носу с вами, только усугубляет ваше состояние. Этот мудак из банка ходит. Тут. Послушайте, Джилстон, вам нужно успокоиться. Вы меня слышите? Вам нужно успокоиться. Уверен, вам неохота снова оказаться в смирительной рубашке. Судя по голосу, он был бы только раз. Он был бы только рад вас в нее засунуть.
Сколько бы вы ни старались, выходящие из вашего рта звуки не складываются в членораздельные слова. Доктор продолжает с жалостливым выражением на лице. Все просто, Джилстан. У вас произошел, как бы это мы называем, злокачественный катонический приступ, напрямую проистекающий из вашего запущенного душевного расстройства. Пока доктор говорит, вам все больше и больше начинает казать, что его голос долетает откуда-то издалека, лицо его начинает отделяться от тела, меняться, и все вокруг начинает погружаться в знакомую черноту. Его лицо. Что у него с лицом? Постараться сохранять спокойствие. О, Джилстан, и что же вам привиделось на этот раз? Он пододвигается почти вплотную, нависая над вами. Судя по вашим расширенным зрачкам, ничего хорошего. Теперь понимаете? Боюсь, ваши галлюцинации день ото дня все становятся все более и более патологическими. Но не волнуйтесь. Очень скоро мы вас от них избавим раз и навсегда. Только не лоботомия, ребят. Пожалуйста, только не лоботомия. Доктор обращается к громиле-санитару, чей облик кажется вам до ужаса знакомым. Из-за шизофрении я его часто видел все время. Джек, оставляя его на вас, при малейших признаках применяйте самые что ни на есть жесткие меры. Молча продолжает наблюдать за ним. Доктор еще раз смиряет вас, полным безразличия взором и уходит. Почему я его все время видел? Может, это реально был сон собаки? Все вот то, что было тогда. Ну, типа... Может, на самом деле мы реально умалишенные? Вон там вот стоит этот... Вот с лекарствами. Чел, он барменом был. Ну, типа в единственном баре в Архаме. Вот этот вот шизоид, он в банке был, он напал на нас, я помню. Это женщина, спящая баронесса. Ну, тут также в игре, ну, вообще, по ходу прохождения несколько раз, ну, 2 раза не сталкивался. А вот этот вот чел довольно часто появляется в локациях игры. Ну, из-за шизофрении у меня как галюники, я думал, он просто глюки, но теперь начинает казаться, что это все, сука, сон собаки. Судя по всему, лечение медленным поджарием собственных внутренних органов сейчас самый писк моды среди страдающих избытком денег либо недостатком извилин. Добро пожаловать домой. Сука. Несмотря на периодически раздающиеся в палате безумные крики, эта седая истощенная женщина спит, не просыпаясь, словно бы ее разум уже навсегда расстался с этой реальностью. Сказал бы кто-нибудь обезумевший спекулянтом с Уолл-стрит накануне черного четверга. Дрянь, говно из Саки. Да, он то же самое говорил. А это что за хер? Старик, сидящий в грязной постели, оказывается никем иным, как Исидором Шмидтом, владельцем антикварной лавки. Он возится с какой-то грубо сделанной вещицей. Похоже, что этот хлам имеет для него большую ценность, как необычно. Никогда бы не подумал, что отрубленная рука Абдулла в самом деле существовала. Какой редкостный подарок из Древней Аравии. А здесь у нас что? Он берет другой кусок хлама и подносит его вплотную к лицу. О, это же личина Раху. Прекрасная работа. Свар Хана изображен прям как живое. А, это же
Неужели дар лепры? Заметив наконец вас, старик внезапно осекается. Да-да, вы ищете что-то конкретное? Исидор, как приятно видеть здесь знакомое лицо. Как поживаешь? Да ну нахуй. Да нет. Это... Ладно. Ну да, я Сидор Шмидт. Как видите, указан на свой бесценный хлам. Антиквариат в этой лавке не только выставлен на витрине, но и разговаривает с посетителями. Он при первой нашей встрече также говорил: итак, чем я могу быть вам полезен? Или, быть может, это вы можете быть полезны мне? Мне надо выбраться отсюда, Исидор. У меня назначена встреча в Мискатонском университете, встреча с самой черной из всех черных книг Некрономикона. Когда-то у меня была копия The Vermis Mysterious, но об этой я мало что знаю. Пиздец. Плутовство, вы гляньте. Да. Типа... Сумасшедший, даже интерфейс изменился. Вы видите очень знакомого человека в больничном пижаме, который с любопытством смотрит на вас. Что такое Корнута? Дурной сон? Марина, что происходит? Ты что, не видишь Корнута в психушке? И судя по твоей физиономии, тебе здесь самое место. Он проверяет, ушел ли доктор, вытаскивает тапочку сигареты и закуривает. Но раз уж ты не спишь, как насчет тех сигарет, что ты мне должен? Марина, это уже начинает надоедать. Ты мне не веришь, Корнута? Вот как ты отвечаешь на мою щедрость. Марина, даже тебе да еще должна быть совесть. Конечно, Корнута. Вот только не помню, куда я ее засуну. Счастье в этом мире навряд ли понадобится. Ладно, раз уж ты мой постоянный клиент и все равно просадишь у меня всех сигареток, будем считать, что это за счет заведения. Так. Расскажи мне о других пациентах. Что-то сказать, Корнута. Все как и ты психи. Есть у нас старина Сидор, который явно сдвинулся на ключах. Есть дурачок, который думает, что он менеджер банка Аркхема. Ты с этим мерзавцем поосторожнее, он любит ни с того ни с сего заорать. Ну, ты тогда сразу бей его в морду. Так какие же еще жильцы есть в этой странной дыре под названием палата номер 10? Марина выпускает облако сизого сигаретного дыма и продолжает. 10. Есть круг. По мне, натуральный псих. Это он? Думаю, что это какие-то фанатики-сектанты вырезали у него на теле все эти штуковины, но доктор уверен, что это он сам члены вредительством занимается. Есть еще баронесса, слабоумная бабулька, которая почти все время спит, потому что думает, что так она путешествует затягивает сигареты в страну снов, понимаете ли. Ну и, конечно, ты, Корнута, который, умудряется просить меня рассказать ему о других пациентах после того, как целый сраный год проторчал с ними и со мной в одной палате. А ты почему тут ошиваешься, Марина? А я вот знаменитый острый язык. А вот и знаменитый острый язык Корнута. Он делает еще одну затяжку и непринужденно продолжает. Скажем так, я опасный человек, который сделал кое-что очень нехорошее. Но поскольку это место куда комфортабельнее Чарльстонской тюрьмы, вуаля, Марина Росси теперь душевно неравновешенный человек. Снова затягивается. К тому же у моих двоюродных братьев хорошие связи. Марина, нам нужно выбраться отсюда. Послушай, Корнута, мы не в голливудском фильме, где каждую секунду происходят невероятные вещи. Если Марина Росси все еще здесь, значит из этой дурки попросту невозможно бежать.
Только что я был в розовенькой планете, и вдруг пуф, и тут. И я тут. А до того я видел крысу с человеческим лицом. Ёбаный. Жесть. Блять. А где изгой, а где безымянный солдат? Фан Соло, Марина очевидно наслаждается происходящей планетой, говоришь, похоже, внутри своей дырявой головы ты начал совершать дальние странствия. Внезапно он замолкает, судя по его бегающим глазкам, что-то обдумывает. Но если ты правда хочешь отсюда сбежать, Карнута, возможно, я тебе смогу помочь. То есть я могу помочь тебе сбежать внутрь тебя, в смысле с концами. В каком смысле бежать внутрь меня? Ну, это до тебя был один сосед, он был из тех, кто, ну ты знаешь, путешествует в разные места. Он снисходительно похлопывает вас по плечу. Как ты? И доктор, не этот безжалостный сукин сын, сплевывает на пол. Прежний доктор пытался применить к нему, как он это называл, экспериментальную методику. Он говорил, понимаешь, Марина, мы поможем ему заново установить контакт с реальностью. Он начал ждать, когда Марина продолжит. Он выпил экспериментальный коктейль, который доктор ему приготовил, и свалил из этой странной реальности окончательно. Пока-пока, адьё. Заснул с концами. Когда его выносили, он был как растение в горшке. И я часто из профессионального любопытства подсмотрел, как доктор этот коктейль готовил. Мы с прежним доктором отлично ладили. Такая досада, что этот Пикман ему глотку зубами разодрал. Если тебе приспичило вернуться к той фанфара, что играет у тебя в голове, он выпускает пустое облако сигаретного дыма и продолжает. Я могу это устроить. В чем подвох, Марина? В жизни ничто не бывает просто, Карнута. Он тушит одну сигарету только для того, чтобы достать следующую. Если вкратце, то у меня нет главного ингредиента лекарства под названием... Как же там? Он достает потрепанную записную книжку, принимается ее листать. Тровато. Называется голоперифедал. С этой штуки даже мамонт отъедет. Проблема в том, что все самое забористое не держит вон в том шкафчике, слышишь? Для меня этот хрена передал. Тогда продолжи разговор Карнуту. Ух ты. У меня еще вопрос. Покажи, что у тебя есть поменяться. Учебный Эльдраки. Плюс 5 плутовство. Чего? Че за бред? Плутовство плюс 5. Шанс критического провала плюс 50 очки действия 4. Колдовство, урон заклинаниями. Физическая стойкость, психическая стойкость. Сила 2, ближний бой 2. Воу, слушайте, ну это что-то вообще... Что за хрень? Ну... Вы можете незаметно стащить несколько припрятанных Марины особых коктейлей. Коктейль, боксер, джинс, тоник. Нифига. Я сделал это? Не советую.
Повторяю, уходи. Ладно. Приличная публика должна вести себя прилично, однако на практике посетители помятного жителя Аркхема закрытого кинопоказа почему-то предпочли тишине нечеловеческие крики ужаса и отчаяния. Подойдя ближе, вы наконец узнаете санитара, ждущего у двери. Это же... Да, стервятник Джек. Он выглядит точно жутким образом переродившийся в стервятник Джек, один из лучших наемников в столице. Вы видели его в отеле Эссекс, и я убила его, кстати. Ему совсем не нравится, что вы тут стоите. Какого хрена тебе надо? Вы быстро понимаете, что в плане эмпатии этот Джек ничем не отличается от того. Это ты тот самый вонючий стервятник из комнаты 303, соображаешь? И что вам, психам, так вставляют эти чертовы числа? Чижет пах в паху. Спросил бы кто меня, я бы вам одно из... на всех вставил 45-й калибр. Ну я пойду. Если скажешь еще, что ты не сумасшедший, я тебе влеплю нос на затылке, выскочит. Вали отсюда. Не-не-не, я его не осилю, это точно. У меня ближнего боя вообще нету. Он меня вообще выебет. Точно вам говорю. Так. Исидор, у тебя есть ключ по-любому. Исидор, мне нужен ключ от шкафчика с лекарствами. Может быть, вам про это что-то известно? При слове ключ в душевном состоянии старика происходит заразительная перемена. Зрачки расширяются. На морщинистой шее вдувается вена. Ты, Варюк, как ты узнал, что у меня есть ключ под номером 0? Он инстинктивно хватается за грудь. Приходишь в мой магазин, чтобы украсть мой ценный экспонат всей моей коллекции? Ты хоть представляешь, через что мне пришлось пойти, чтобы заполучить его? Он бежит слюной вам лицо. Мне пришлось совершить мучительное путешествие в сам храм Соломона и вернуться оттуда, пройдя сквозь сумрачный Шеол. Смотреться поближе, что он... Так. Дождаться, пока старик заснет и выкрасить ключ. Плутовство. Плутовство, найс. Ключ номером 10. Бля. Неужели это типа все в натуре? Типа сон собаки. Мой главный герой реально шизоид. Пиздец. И мы сейчас приготовим коктейль, который вернет нас в город Архем, то есть наше вот ебанутое состояние, то есть на самом деле мы остался изгоем. Мне нужен коктейль Марина. Мне нужно дышать прохладным воздухом Адриатики, а не сидеть тут под замком с такими как ты. В жизни ничто не бывает просто корнуто. Он тушит одну сигарету только для того, чтобы достать следующую. Если вкратце, то у меня главный ингредиент или так это. Но у меня есть он. Мистер Росси, если я еще раз почую в своем отделении запах табака, в ход пойдут самые жесткие меры. Подумаешь, напугал, бормочет Марина в ответ. Доктор подходит к вам. Знаете, Джулстан, я хотел бы вас уведомить, что операция, которая излечит вашу болезнь, начнется уже совсем скоро. Так, когда мы избавим вас от лишней неправильно функционирующей части мозга, вы полностью освободитесь
от своих кошмаров. Вот оно опять. И я заранее за вас очень рад. Не смотри на него. Да. Да, достал. Ну и шизанутый же ты, сукин сын Корнута, в хорошем смысле, типа в хорошем. Остаток бутылочки я заберу себе в качестве комиссионных. С моим коктейлем ты мигом перейдешь в мир растений Корнута. И не волнуйся, по крайней мере, его растения говорят богатая половая жизнь. Он сально вам подмигивает. Как выражался старый доктор, говорил, у них там все опыляются со всеми. Все опыляются со всеми. Марина глядится по сторонам и стоит пару замызганных пузырьков лекарств и несколько пробирок. По прошествии какого-то времени он вручает вам грязную бутылочку с приготовленной им смесью. Только смотри, не внезапно настораживается. Я слышу шаги Корнута. Пей скорее, если они у тебя это найдут, нам обоим не поздоровится. Блять, сука. Ну, ну, как бы, хуй знает, ну, может это, как бы, галлюцинация, да? Психушка типа галлюцинация. Наверное. Тогда я, допустим, выпью это говно. И каким-то образом я вернусь, типа, в реальность, типа, в Аркхам. Ну или я выпью это дерьмо и умру в реальности, типа, здесь, ну, типа, я не знаю. Черт его знает, ну и дичь. Если не пить же, то они типа сейчас придут и отнесут меня в операционную, вырежут мозг. Это никоим образом не вернет меня в Архам, мне кажется. Да терять нихуй вообще, знаете что? Мне так собирается там мозг вырезать, так что поебать. Забирайте пациента, готовьте к операции. Чтобы подействовало, должно пройти время. Серьезно? Постарайся до этого не сдохнуть. Драться? О. Ибо... Не, все-таки эти твари меня что-то этого, да? Походу жестко. Меня хотят прозондировать, видимо. О, это же эти. Я убил одного из них, кстати. Жив. Маше. Ну и пыштец.
Сука, у него до сих пор лопата говна. Не, ну это... Это конец, мне кажется. Я не знаю, я должен, конечно, вытянуть этот бой, но... Ёпс туда, как их много. О, привет, генерал. Привет, ты не в курсе, как можно не убивать индейцев? Мне кажется, там должно быть прокачано это самое выживание или типа того. Просто потому что я их тоже убивал. Я типа с этим ничего не смог сделать. У меня, к сожалению, индейцы умерли. А потом оставшихся двух чуваков я типа оставил живых. Че, как там у тебя дела продвигаются, генерал? Рассказывай, как дела вообще? Вижу, тебе игра понравилась, да, походу? Так. Какого, сука, хуя ты стреляешь в эту сторону, попадаешь в него? Это как вообще? Черт. Мы в дерьме, ребята. Мы в дерьме. Да, в норм в целом. Еще маньяка только. Смотрю, ты намного дальше по сюжету пошел. Какие цветочки, веточки у тебя интересные. А там кошмар вообще пизда вообще. Чувак, вообще. Жесть полнейшая. Блять, у меня изгой умер сейчас. Мне кажется, или мы в любом случае умираем здесь? Не, ну, блин, подожди, давайте бой начнем. Во-первых. Черт. Что-то я про коктейль молот и все, про всю остальную хрень тоже забыл. Мне кажется, я умер. Здесь. Не знаю, я изгоя терять не хочу. Поэтому пришлось начать бой, не знаю. Я тебе ничего спойлерить не буду. Как я здесь оказался там. Сам. Я не знаю вообще, как теперь к этой игре относиться после того, что все случилось. Там просто дичайшая дичь была. Баги это были в этой игре, до хера багов. Но не такие, ну, местами критические, но иногда не особо критичные. То есть такие приемлемые баги были. Приемлемые. Так. Минусы пошли хорошие. Блин, как же мне чувак устал, просто пиздец. Так, вот этих загасить теперь надо. Сейчас они между собой разбираться будут. А я в этот момент просто стараться должен избавиться от этих ублюдков. Так.
Им на огонь насрать, да, походу. Блять, куда ты тупую... Пиздец. Гранату просрал тут, прикинь. О. Фуй, бля. Ну это пиздец. Что ты делаешь, блять? Сука, ты вообще ебанутый нахуй. Пиздец, бля. Мисклики просто заебатые, бля. Я единственный зритель на ГГ, который не очень любит веб-камеры. Я считаю, они отвлекают от самой игры. Вынужден тебе сказать, что веб отключилась. Фак. Ну да. Ну, я тоже об этом думал. Иногда думаю. Ну как-нибудь, как потом, когда много народу соберется, общим голосованием мы придем к единому мнению и решим, оставлять веб-камеру или нет. Посмотрим. Блять, ты, может, попадешь по этой твари? Ты единственный мой, типа, союзник. Меньше матов можно, не очень приятно их слушать. Ну блин. Ну бой такой. Ну ладно, постараюсь. Извиняюсь. Кайф. Ну кайф. Негодяи, да? Наверное. Так. Так, ладно. Не купить. Взрывом промахнуться. Такое возможно только в этой игре. Естественно. Ого. Более-менее балансировал, по-моему. Патронов-то нет. Так.
Мария Хандала Дэвис. Пока еще идет к бэкэнде. Ты не мри, было либо сиди. Что, потери воли? Воу-воу-воу-воу-воу, тихо-тихо-тихо. Мы в дерьме. Чёрт. Ну, блин. Предлагаю убить эту хрень, да. Больше вариантов нет. Да пошел ты, ну серьезно. Че за бред вообще? Да ну на. Есть курить. Ну и но. Да, ну благодаря тому, что я типа не матерюсь там и прочее, там как бы мои высказывания станут намного более разнообразными и тому прочее, да. Это, кстати, да, полезно. Надо бы поменьше матом ругаться, а то скудновато становится мой запас слов, точнее, используя мои слова. Короче, я не знаю, что вообще как. Ладно, я понял, короче, знаете, что делать? Не знал, что так можно. Я как бы знал, но частенько об этом забывал. Короче, слушайте, там надо фокусить этих путешественников звезд или как они там называются эти. Просто потому что эти чуваки щупальцами быстро отлетают, а эти твари с крыльями насекомоподобные, они что-то дохера тяжелые, жесткие. Короче, дырявим его. Вроде так. Ну, постараемся. Так, поджог этих двоих. Хорошо. Так, окаменелость. Давай. Делай его камнем. Найс. И бей. Где пальто потерял? Не знаю, мне же раздели, они хотели меня вот зонд анальный вставить. Не знаю, что это за устройство, но, видимо, меня хотели на органы пустить. Эти вот щупальцеподобные твари. И вдруг на них напали вот эти вот насекомоподобные твари. Короче, какая-то дичайшая дичь творится в этой игре сейчас. Я понятия не имею, что вообще, как. Так. Лучше вот этого вот закоцаю. Все, теперь вроде бы как-то мы готовились.
отбалансировались. Реально, на сей раз. Вот эта хрень бьет эту хрень. Эта хрень ее сильно покоцана, ему, наверное, разок выстрелить нужно. Вот эти вот двое могут загасить этого, но этот умрет от этого. То есть, короче, ну чисто шахматы, ребята. Чисто реально шахматы. Мы сейчас видим. Или шашки, я не знаю. Все, молодцы, гасите этого. Красавца. Так. Так, который из них что делает? Ага, бьют этого, да? Хорошо. Так, предлагаю пустить вот такую бомбу сюда. Бум. И ни хрена. Ну конечно. Конечно. Только в этой игре такое происходит. Ну не знаю, видимо навык броска не прокачан, но это такой бред, если честно. Такой дичайший бред. Это... Генерал, так, ты не знаешь, как избавиться от мании? У меня половина реплик превращается в бред. Я до сих пор шизофренией бегаю, так что не знаю, чувак. Шизофрения теперь это просто мое все. Так, убиваем этого. Блин, пожалуйста, попади, умоляю тебя. Попал, но не убил. Ладно. Только не убивай его, пожалуйста. Сука, он убил его. Сейчас вот этот еще встанет. И вообще все плохо будет. Игра очень зашла. Чем-то похоже на Арканом. Интересное сравнение. Стилистикой, да, возможно, да. Чем-то вот, ну, визуально оно похоже. Ну и в плане прокачки тоже, да, как бы Fallout, Арканом, как бы делали одни и те же ребята. Тройки делали, типа. Ну и, ну, вот, Яхьезе. О, ну тука такую дал. Блин, пожалуйста, не отъезжай, мужик. Только не. О, да вы не, стойте, блин. Да вы козлы. Блин. Ну, блин, я могу сказать даже то, что я чуть ли не идеально нанес урон тем и этим, но бою там... Черт. Блин, изгоя потерять, конечно, ни хрена не весело. Серьезно, чувак, ты... О, это вообще... я... Чё я тут с ними сражаюсь? Убегать надо, убегать. Вот чё я с ними убиваюсь? В натуре убегаем, надо убегать. Эти твари в любом случае всех за этого, не знаю, загнобят. Они чересчур мощно. Ну теперь шизофрения, конечно, прокнула. Ай, как вовремя шизофрения сыграла. Он убежал, а я нет. Ну все это кирдык. Чувак, какого хрена?
Блин, настолько просто оказывается, вот просто, ну, уйти, но типа на самом деле убежать же надо. Че я там с той херней сражаюсь? Че ты там пытаешься делать? Это тупо древние божества, там стоят чуть ли не ебашатся между собой, ну типа сражаются они. А я тут каким-то хером, типа, смертный, что-то пытаюсь сделать еще. Не, ребят, я уж лучше того самого. Убегу отсюда. Чё я с ними пытаюсь в натуре, ну серьезно. Игра поблажек не дает, вообще не дает. Вот. Ну, по сути, на самом деле, я могу вытянуть этот файт, на самом деле. Возможно, у них там хелсы есть, они там типа, ну, тратятся и тому прочее, но... Ну это, типа, ну, чересчур сложно. Типа, ну, бред полнейший. Ёшкин. Ребята, ну чё ты хорош? Сбежать нельзя разве? Можно, я вот сейчас хочу это сделать. Но сейчас вот бой так начался, что сначала вот твари ходят, потом мы. А до этого было наоборот. Мы ходили, потом они. Миго, разведчик Миго. Миго. Да, это Миго. Их называют Мига в Гималаях, типа. Нет, что-то такое помню. Беги, мужик! Так, сбежали, ладно, вообще нормально. Хорошо, хорошо. Твою мать, за пределами пространства и времени. И что мы тут делаем? Ничего нам делать? Вы мечетесь от головокружительных коридорах исполинского города, словно дикие звери, брошенные в клетку. Вокруг вас кипит ожесточенная схватка между пришельцами и обитателями этого сверхъестественного поселения. Наконец перед вами открывается вид на ведущие в него необъятные ворота. Не раздумывая, вы бросаетесь на свободу, припоручая себя простирающемуся во все стороны фантазмагорическому ландшафту. Твою мать. Что? Никаких комментариев, изгой, серьезно? А ты рядовой? Тоже ни хрена. Ты допустил серьезную ошибку. Ну не знаю, чувак. Звездоподобная сущность, инопланетный инструмент. Так, где мое пальто? Оденьте пальто, будьте добры. А где-то вещь, которую я подобрал? Щупальца какие-то. Во. С каждым взглядом на светящееся пульсирующее сплетение щупалец, готовые вот-вот излить на вас свою энергию, вы убеждаетесь, что тайна его происхождения находится на грани человеческого разумения. Да, господи, давай. Вы фокусируете взгляд на светящихся точках, расположенных вокруг его напоминающего рот отверстия. Неожиданно вам в голову начинают приходить новые идеи. Все выглядит так, как если бы это существо пыталось говорить с вами, вашим, пользуясь для этого вашим внутренним голосом. Скликнуться. Светящиеся точка принимаются мелькать странные светящиеся частицы, и вы будто бы слышите слова. Мне задумались или компенсировать его несовершенство странник. Вы чувствуете, что ваша рука наливается энергией. Вы также чувствуете, что существо изучает вас. Ты не похож на ту расу для служения, которую меня создали. В сравнении с ними ты весьма примитивен, занятное животное.
Теперь вам кажется, словно что-то накопается в вашей голове, и вы чувствуете, что на этот раз существо переключилось на изучение именно вашего мозга. Спустя какое-то время вы вновь слышите голос ваш, и вместе с тем не вполне. Я то, что знает, в меня записаны все пространственно-временные данные этой луны. Вы ощущаете внутри своей черепной коробки некое тепло. Испуганное животное, ты совсем одно в этом огромном мире. Ты хочешь учиться? Да. Особи расы, которые я служу, учатся, переживая опыт других. Сразу же вслед за этими словами ваше сознание обрушивается, унося вас с собой поток образов. Вы обнаруживаете, что очутились в совершенно чуждом вам теле. Чувственное восприятие его хозяина на порядок отличается от того, что доступно человеку. Сигналы, поступающие от ваших органов чувств, принимаются невыносимую интенсивность. Вы грузно летите над покрытой грибами поверхностью планеты. Это явно то же самая планета, на которой оказались вы. Под вами проплывают заросли грибов, огромные кратеры, исполинские постройки, геометрия которых не укладывается в человеческое сознание. Это чуждые вам земли, но тому, в чьих воспоминаниях вы сейчас путешествуете, они знакомы. Если вам удастся починить себе органы и чувства, возможно, вам удастся выяснить больше об этой планете. Воспользоваться нечеловеческим органом чувств существа, чтобы изучить местность. Внимание! Прокнуло. Подобно зрительной системе человека, ваше новое тело выбирает невидимые отражающие лучи с помощью расположенных на нем призматических жгутиков. Теперь в вашем состоящем из 5 долей мозга хранится карта местности. Вы вновь слышите голос существа. Получены новые мнемонические данные. Начиная интеграцию. Мысленное видение сменяется вашим обычным зрением, и вы видите, что конечности существа внезапно делаются заостренными. Быстро, то есть стрелы, оно запускает их отверстие на вашей одежде. Прежде чем вы успеваете отреагировать, щупальца существа непостижимым образом проникают под кожу прямиком в вашу плоть. Ваши внутренности словно закипают, и вы чувствуете, что с вашим телом происходят неведомые перемены. Голос в вашей голове раздается в последний раз. Теперь ты знаешь. Кайф? Черт, а я вот здесь. Но мне типа явно не туда. Так, типа на звезду нам найти, наверное. Офигеть. На другой, блин, планете оказались. Я в шоке. Не, мне кажется, мы в натуре, блин, в дурке лежим или типа того. О, еще ничего. Торопливо пересекая это невероятное и опасное неземное поле, вы натыкаетесь на нечто совершенно невероятное. Человека. Живого человека, судя по виду, не менее реального, чем все окружающее. Он беспокойно меряет шагом неисследованные просторы этой древней чуждой пустоши, время от времени скуля и закрывая уши руками. Он пытается что-то говорить, но из его горла вылетают лишь хриплые бессвязные звуки. «Эй, мистер!» От неожиданности человек подскакивает на месте и оборачивается к вам, но крик испуга, который должен был бы вырваться из его горла, застревает в нем. Судя по всему, он нем. Вы не бросаетесь к нему, и вскоре, видя, что вы не хотите причинить ему зла, он немного успокаивается. Тем не менее, невозможность выразить свои мысли словами лишь усиливает его тревожность. Так, мне зовут Джилсан, я прибыл сюда из Архама. В глазах незнакомца явственно читается изумление. Он возбужденно тычет пальцем в себя. Слово желая подтвердить, и я тоже. Он буквально с головы до ног осматривает вас, стремясь найти знакомые черты. Внезапно его отвлекает некий ему одному слышный голос, звук. Он поднимает лицо к небесам и воздевает руки, словно Моисей, принимающий откровение на горе Синае. Что-то недоступное вам всецело поглощает его внимание. Вскоре вслед за этим он закрывает уши руками и принимает стонать и биться, словно попавший в стилки зверь. Чем бы ни было то, что ему является, похоже, что звуки у него в голове
И ужас, который он испытывает, пройдут еще не скоро. Послушайте, здесь вы в опасности, и похоже, кроме меня, вам помочь некому. Первое время он не в состоянии понять смысл ваших слов, но когда, решив, что он безнадежный, и оставив его, вы напоследок еще раз оборачиваетесь, вы увидите, что он глядит вам вслед. Во взгляде мужчины читается некоторое ожидание, а также только отчаяние. Он неуклюже выскакивает обратно на ноги, делает жест рукой, означающий «можно мне с вами». Можете пойти со мной. Услышав утвердительный ответ, мужчина весь вспыхивает от энтузиазма. Теперь он готов идти за вами куда угодно, даже на смерть. Белдиш. Блин, но моим чувакам бы отдохнуть было бы неплохо. Так. Запахло железа инопланетного существа. Инопланетный аппарат. Это извлеченное из туши миго железа освещает гормоны, которые должно быть сделали его неотразимым для особи противоположного пола. Одного с ним вида. А вас больше интересует лечебное воздействие этого органа на людей. Интересно. Ладно, тут уже все сделал, походу. Валим. Блин, офигеть, нет. Если я выберусь из этой, блин, максимально хреновой ситуации, то... Черт побери. Ну, я удивлюсь этому. Омерзительного цвета небеса пестрят роями бесчисленных мигов. Сражаться с этим легионом неземных существ было бы не бессмысленно. Если вы хотите дожить до следующего дня, вам лучше стараться по возможности избегать их патрулей. Капец, они тупо летают над нами. Блин. Под грибочками надо идти, кажется. Насколько можно судить, вся поверхность этой далеко неизведанной планеты оказалась захвачена неким представителем царства неземных грибов, наделенным ошеломляющим плодовитостью и приспосабливаемостью. Вот дерьмо. Фрагмент воспоминаний старца. Инопланетный инструмент. Ну чё, картинка Рошиха, что ли? Странно. Блин, все устали.
Даже мертвый солдат устал. Мертвый устал. Е. Ну блин, сколько можно отчаяния получить? Истерия, блин. Черт. О, подожди. Подожди. Тика. Дай-ка привязанность возьму. Это самое более-менее нормально. А, нет, все есть. Все негативные эти все есть. Да. Надеюсь, тут можно будет найти какой-нибудь инопланетный препарат, который спасет, который как-то излечит нас. Обязательно брать, да, это очки отчаяния не наполнились и все. Приходится брать один отрицательный этот пассивный эффект. Блин, меня отбросило на начало локации. Короче, бегом. Бегом. О, так. Нифига тут. Блин. Ну это невозможно пролететь вообще, ну. Они вот так вот просто клешнями меня. Ну, черт. Ёп, ну я ж столько отчаяния здесь получу на этой планете, офигеть. У этого просто ножик у этого чувака. Кошмар, нам надо убегать свой. Интересно, кто он? У него заточка просто. Жалко, его вооружить нельзя. Нормально. У меня есть нормальные ножи, там, топоры, чё кого. Ну это жесть. Мы в дерьме, ребят. Мы в дерьме. Мы в полнейшем дерьме. Эти патрули просто нам жизнь не дадут. Серьезно вам говорю. О, быстро пробегай. Найс. Отлично, пробежали. О, патруль. Еще себе, как он близко был. Когда вы пробежаете к странному зданию, возвышающемуся впереди, оно начинает производить вибрацию, от которой ваше сердцебиение учащается, а выработка гормонов и химических веществ в вашем теле возрастает. Возвышающееся над вами нечто в форме здания манит вас войти в него, расслабляющие волны, прокатывающимися по всему вашему телу, возвещают, что его единственное значение — исцелять и восстанавливать. Да. Колоссальный бег буквально проглатывает вас целиком. Царящий внутри него теплый влажный мрак вцеляет в вас чувство необычайной безмятежности, словно вы в утробе матери. Когда по пришествии времени вы
Он строгает вас наружу, вы проклинаете тот хищный безжалостный мир, в который вы вынуждены вернуться. Нифига. Облегчение 25. Меж тем... Отчаяние усилилось, ну серьезно, 125? Меж тем процедура бесспорно придала вам новых, как телесных и душевных сил. Ну, блин, ну... Черт его знает. Я вот надеялся на то, что вот это вот у меня излечится, вот это вот все. И шизофрения, и тому прочее. Но я получил просто дохера отчаяния вместо какой-то помощи. Ну, то есть это... Нету в этом ничего хорошего. Ой, там патруль. Так. Какой медленный патруль. Блин, мне туда кажется. Gelmeyin Kaya. Her kayırı. Гигантское, не менее фантастическое, чем живые инопланетные обитатели этого богом забытого мира создания, чье происхождение покрыто мраком стольких эпох, что все догадки относительно него оказываются бессильны. Торук. Так, наукой давай. Вы можете попытаться изучить необычайные свойства панциря окаменевшего существа. Взяли образцы панциря окаменевшего существа, которые в дальнейшем пригодятся вам для исследования. Дедукция. Вы можете попытаться осмотреть окаменевший панцирь существа на предмет чего-либо необычного. Вы нашли на панцире окаменевшего существа и сине-черный клык. Мог ли он принадлежать убившему его хищнику? Получен предмет черный клык. Так, мне нужно срочно прокачать ближний бой, хотя бы на 1. Похоже на кинжал и сине-черный клык, найденный вами на планете Нетон. В окаменелых останках странного существа, вероятно, принадлежал убившему его хищнику. По статье происходит любой известный вам материал. Мне кажется, она, ну, тупо необходима. Образец панциря турка. Этот пластинчатый фрагмент инопланетного существа не только невероятно лёг, но и превосходит по пластичности все сравнимые с ним прочности земные материалы. Что я еще могу сделать с ним? Видимо, ничего. Alfa, katamara. Eyleme. Так. Да блин, ну куда ты тут, ёптом?
налево жал я прямо, ну, серьезно. Хули он, ну он просто обратно туда потопал. Ёб твою мать. Что вообще? Бегите, ребят. Серьезно? И сейчас вот прокает шизофрения, чтобы я умер на месте, да? Да, и не все, да, ну конечно. Но это все ГГ. Они меня убьют. Они убьют меня. Блин, просто балдею, блин, кайф, просто полнейший кайф. Нетон, планета смерти. Вот и конец. Но что это? Не вздох для облегчения, слышу я. Пройти через столь много лишь для того, чтобы упокоиться в этом фантастическом месте. Да уж. Фантастическое место просто. Супер балдежное. Всегда хотел оказаться в подобном месте. В скобках нет. Так. Лишь бы шизофрения не сработала. Пожалуйста. Без. Слава богу. Ой, у меня скоро отчаяние очередное будет. 5-й уровень отчаяния у меня будет сейчас. Серьезно, вот. Блять, эта игра меня дрочит. Я просто, бля, не знаю. 5-й уровень, ну спасибо, я ждал этого, ёб твою мать. Пипец, вот это вот просто, блин, гениально, я не знаю. Ёпаш мать. Просто в начале локации нежданно отправить на тебя, ну... Да ёпаш мать. Да. Блин, щемите, ребята, быстро бегайте.
Охренеть. Мгм. Что-то подобное я помню в этом, ну, в первой части, ну, типа Call of Cthulhu, Dark Corners of the Earth. Там вот подобные твари были. Ну, немного по-другому выглядят, конечно, но похожи очень. И там вот их тоже какая-то другая раса инопланетная, типа, истреблять желала. Ну и, короче, тут та же тема обыгрывается. Насколько я понял. Фух, наконец-то прибежали. Ёпти. В движениях уст читается алчный голод. Голос, исходящий из них, теперь подобен грома. Вот мы и встретились вновь. Вокруг вас поднимается воздух, начинает кружить стаями гол. Похоже, что они относятся к злобному существующим из глубин черной пирамиды с глубоким почтением. Я предупреждала, что дань нужно будет принести дважды. Один раз сейчас, один раз в будущем, сказал я. Первый раз она легка, во второй тяжелее. Лиловый язык появляется из вмещающей его черноты и начисто облизывает блестящую поверхность губ. Не наступило ли это будущее сейчас? Обнажить ритуальный кинжал проклятия и приготовиться порезать себя. О, не-не-не, не нужно. На этот раз багровую дань. Не уплатить твоей кровью, уста растягиваются в прежней зловещей улыбке. У меня плохое предчувствие, действительно. Блин, походу одного из них мне придется убить из моих людей. Вы снова же услышите громоподобно. Багровая дань будет оплачена кровью твоего спутника. В качестве зубов отражается туманность, исполняющих чуждые небеса. Над ваши голубые многочисленные глаза существа жадно глядят на ваш спутник. Заплати багровую дань, и я пропущу тебя. Я никогда так не поступлю. Или медленно обернуться и посмотреть на безымянного солдата. Ну, блин, если уж выбирать, то безымянного солдата отдавать, но... Уста на мгновение замирает, повисает зловещей паузой. Уши вам ударяют пронзительно, как какофония шума крыльев Мего. Небеса, кажется, становятся чернее. В эту игру играть надо иначе, совсем иначе, но будь по-твоему. Вы отказались вновь воплотить багровую дань, теперь вы обречены до конца своих не скитаться по поверхности этой забытой планеты. Ну зашибись, блин, зашибись. Ну все, походу безымянного солдата отдавать. Он прикольный, но черт побери. Уж лучше он, чем изгоем. С изгоем еще поболтать можно. О том о сём. Блин, боец этот безумный солдат. Ну он давно умер даже, так скажем. Он давно умер и хочет вернуться домой. Так что отказывать ему в этом было бы бесчеловечно, я считаю.
удовлетворить его просьбу было бы... А почему я этого, блин, хера не могу отдать, который со мной, типа, вот ходит? Вон он, наверху стоит. Безымянного солдата. Вы приближаетесь к безымянному солдату с намерением выполнить обещание, данное черным устам. Каждый ваш шаг приближает его неизбежную судьбу. Невыносимое жужжание крыльев Миго с каждой секунды делает все громче. Ваш восставший из гроба спутник встает по стойке смирно, как только вы приближаетесь. Так точно, сэр. Солдат, ты выполнил свою задачу. Гипнотическое жужжание Миго становится все громче, и обреченному существу приходится кричать, чтобы быть услышанным. Спасибо за руководство, сэр. Каков мой приказ? Протянуть ему кинжал, возьми это. Солдат без колебаний выполняет ваш приказ. Это задание по устранению, сэр? Да, солдат. Это наша цель, сэр. Ты. Этот кинжал — твоя единственная возможность вернуться домой. Ты должен убить себя. Сэр, до этой минуты я шел за вами, и ничто не могло нас остановить. Ни фрицы, ни мины, ни чертова холера, от которой умерли Фредди и Уилсон. Ничто. А теперь я должен сам себя убить? Другого выхода нет, солдат. Безымянный солдат Солдат молчит, и тишина нарушается лишь все усиливающейся какофонией, которую производит Миго. Затем он продолжает. Разрешите на чистоту, сэр. Разрешаю, солдат. А я доверил вам свою жизнь, и вы меня не подвели, сэр. Хочу сказать вам спасибо за это и хочу кое-чем поделиться. Это словно дурной сон, сэр. Кошмар. Мне кажется, я знаю, что эта война никогда не кончится. Противник, покуда я продолжаю сражаться, он никуда не денется. Он будет повсюду, куда я не гляну, лейтенант. Он принимается дрожать, словно его вот-вот пустит нервный срыв. И мои родные, должно быть, они уже привыкли к тому, что меня с ними нет. Хоть в голосе ломается, но ни одна слеза не протекает из его глаз. Клэрис, она, наверное, уже вышла за того парня, за симпатичного соседского сына, никогда оборвавшая его жизнь, раны вновь принимается кровоточить, пропитывая ткань его формы. Ничего себе. Теперь видно, что этот молодой солдат, от которого осталась одна лишь оболочка, плачет. Кровь заливает его форму, как багровый символ разочарования. У меня только одна просьба, лейтенант. Скажите, что все это было не напрасно, все это безумие. Да, солдат, и ты сыграл во всем этом важную роль. Тень улыбки, как вам кажется, проскальзывает по его иссохшим губам. Он заносит кинжал и силой вонзает его в себя, снова и снова. Последний свой приказ солдат исполняет с такой яростью, словно наносит решительный удар противнику. Быть может, единственного реального противника, который был у него с тех пор, как кто-то призвал его из черноты посмертия. Какофония крыльев вашей фантазмагорической аудитории делается все громче, пока наконец не сливается в едином адском аккорде. Несчастное создание в последний раз вонзает клинок себе в грудь, и вы видите, как в каждой грани камня черный уста растягивается в улыбке. Бля, какой же просто, каким же беспомощным ты чувствуешь? Капец. Клинок проклятия, которым вы вновь и вновь пронзаете свою жертву, испускает жуткие вои. Когда винтовка безымянного солдата, которую он прежде не выпускал из рук, падает на землю, вы понимаете, что этот
Не мертвый наконец-то обрел покой. И война, которая длилась в его воспаленном рассудке, наконец подошла к концу. Когда вы приближаетесь к инопланетной пирамиде, судящей вам отправку домой, черный устав внезапно принимает иной знакомый вам облик. И на вас исходит сумасшедшее озарение. Когда ваше путешествие за пределами мира наконец приводит вас обратно в Мискатонский университет, у вас уже не осталось практически ни крупицы здравого рассудка или человечности. По-видимому, все испытания, выпавшие на вашу долю, и ужасные жертвы, что вам пришлось принести на этом пути, лишь капля в море по сравнению с тем, что ожидает вас, если вы когда-либо рискнете взять в руки ту проклятую книгу, что зовется Некрономикон. Все? Прошли, блин. Прикол. Ну, блин. Мне кажется, там есть другой исход. Ну, то есть, возможно, закончить по-другому. Черт его знает. Ну, блин, не знаю. Некрономикон даже не достали. Там дофига, по сути, у нас квестов осталось. Без ответа, без окончания. Воскалицей живых еще остался. Я, кстати, к нему уже пытался прорваться боем, но там бесконечно гангстеры выходили. Это типа было, бессмысленно. А для чего я, интересно, тогда кинжал доставал? Я вот тут сейчас думаю, вот возможно ли в этой игре, занести этот кинжал, тот кинжал, как он, клык какой-то, вот в эту пирамиду, ебануть. А то дичь какая-то. Просто пожертвовал своим этим челиком. Дальше вошел в пирамиду и все. И мой человек, получается, просто с ума сошел. Ну и вообще там в урода какого-то превратился он в конечном итоге. Не, так игра-то, конечно, прикольная, но... Блин. Какая-то такая странная концовка. Которая прям говорит о том, что... Возможно... Есть другая концовка. Да. Какие-то все эти разработчики тленные. Не. Денис Изи, Лаурич, Легкий Рай, Эрик Хилл. Ну и типа... Да,
Интересно. Кейт Эванс, Кейти Кинс. Похоже на бородатую женщину. Майкл Фрида. Там вообще кот в разработчиках был. Офигеть. Как он, интересно, помогал? Блин, даже коты становятся разработчиками игр. Ну что за хуйня? Блин, даже собаки есть. Ну это вообще край уже. Даже собаки и коты создают игры. Геймдизайнерами становятся. А я вот до сих пор не могу. А остальные ребята фотографии не представили, что ли? Угрос Келебек. Тони Бройли. Ау, какой-то. Хулкер. Это эти, наверное, которые, ну, деньги закинули в Kickstarter или еще где. Те самые ребята, которые помогли проекту. Эта игра была создана под крышей Бен-Кессерихского университета. Ничего себе. В университете делали игру. Блин, я бы в том универе учился бы. Да. Вообще что-то внезапно игра закончилась. Вообще внезапно. Я уж ожидал то, что сейчас вот начнется, ну, самое интересное. Что-то вот раз и все. Прям прервали. Изгоя. Ну, блин, ну... Мне там явно... Ничего хорошего бы не отдалось, мне кажется. Гарри Пауэлл. Дальний бой, ближний бой. Спичкрафт. Скайнс. Теодор Майер. Ученый рационализм, старый мужчина. Дальний бой, дедукция, психология. Следователь, детектив, рационализм, взрослый мужчина. Внимание, ловкость. Воля, обаяние. Разум. Охотник на крупного зверя, взрослый мужчина. Так, давайте-ка, не знаю. Рекомендую. Ну как рекомендую? Думаю, стоит заценить другие концовки. Ну, кстати, нету концовок. Ну, только одна. И то она, по-моему, такая же, как у меня. То есть, по ходу концовки никак не разные. Ау.
Да. Безымянный солдат, конечно, умер максимально драматично. Так. Давайте-ка посмотрим. Какая тут Я отыграл концовка. канал Стыд Срам, это игрушка Стиген, что-то там дальше и так далее. Это про Ктул рассказывать, поэтому вообще, кстати, это, судя по И названию... солдат. Ктул, это, мне Рассудок у него вообще 30 было, но здоровье до хера, кстати. Критический успех тоже много. Соник Грин Картер, кстати, с ним еще была. Но она, блин, ну, я в принципе рад того, что она, ну, типа, ее не было со мной. Сила 8, ловкость 8, внимание, разум, воля. Он на ближний бой все время шел. Атлетизм 1, плутовство, выживание. Нифига он. будет к концу игры опыт. Кого убить? Какие у него предметы вообще? Сердце и... тут у Грин Картер. У него тут дуэлянт. Но еще какие-то другие артефакты, которые я вообще не знаю, что это такое. Что здесь попадает впереди? И про что эта игрушка, и по геймплею, и все прочее. Пока что. Он пожертвовал Соне. Вы приезжаете Соне. Стоит так. Я просто одержим этим. Фига он там. Ну тут уже, да. Тут уже он, ну, вообще бред какой-то. Просто взял и убил ее. Отчаяние на 12 усилилось. Гаснущий взгляд Сони Грин Карта последний раз останавливается на вас. Путь этой заблудшей души, которую она проделала в поисках мужа, окончился для нее второй смертью. И именно вы стали ее причиной. Когда вы приближаетесь к инопланетной пирамиде, сулящей вам отправку домой, черный внезапно принимает иной знакомый вам облик. И на вас не сходит Какое, блин, там сумасводящее озарение. Типа, это уста черного гостя. Это уста черного гостя были. Да, то же самое. Тупо то же самое, ребят, но... Конец, что ли? Да, мы уже игру все прошли. Ну, блин, не, ну концовка разочаровывает, если честно. Я вот ожидал чего-то, ну, супер эпичного, но когда я пожертвовал, типа, ну, бессмертным солдатом, ну, он умирал, ну, как бы, диалог там написан очень даже такой, ну, хороший, прям, жалко его становится. Этого безымянного солдата, или как там его... Да, по-моему, безымянный солдат. Но... Не, ну игра не короткая на самом деле, ну как бы... Сколько я стримов на него потратил? Ну это уже 4-й стрим, и сейчас я уже сколько... 6 часов 50 минут, можно сказать, сидели и играли в эту игру. Ну, где-то 6 часов, 40 минут, может, 40 где-то, да. Так, потом, получается, 26 часов. Ну, для РПГ, наверное, коротко. Для РПГ, наверное, коротко. Да, ну, тут что плохо, наверное,
квестов мало, многие квесты остались без ответа, то есть там у нас остается статуэтка Ктулху, там стишок этого черного гостя, там до конца не переведенный. А там и невозможно по-другому там его дальше перевести, то есть там, ну, может и можно, но на это никак вообще, там никаких указаний ничего не было, ну, типа, я хз, я даже клеймил себя, чтобы оказаться вот э, в этом месте, пипец, через окаянный переулок пошел и тому прочее. В хорошей игре быстрое прохождение этого преступления, ну да, это, ну, блин, ну, для меня это вот концовка, она реально очень внезапно, прям просто жестко внезапно наступила. Ну, очень внезапно, чересчур даже. Ну, типа, не ожидал такого. Я думал, сейчас я вот в Мискатонский университет вернусь, добуду Некрономикон или что-нибудь типа того, и дальше там, типа, буду что-то еще делать там. Разгадаю загадку со статуэткой Ктулху, тому прочее. Но, знаете, тут как будто бы такая фигня случилась. А, У них, наверное, уже все, сроки там уже вот подходили к концу, и они такие, типа, все уже, сами разработчики, возможно, и устали, и заебались, тому прочее, и они такие, типа, а давайте мы просто закончим игру вот на этом моменте. Он просто вернется в Мискатонский университет, типа, спятившим, и еще к тому же он, типа, ну, перестанет быть человеком, он там, типа, вернется в мир, точнее, вот в город Архам, на какую-то пародию человека, типа, или что-то типа того. Ну и все. Типа они такие, ну да, 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 отличная концовка. И все. Ну и не типа как будто бы проанонсили следующую часть этой игры и ну типа хз вообще, короче. Дичь какая-то, с одной стороны. Не, ну концовка на самом деле полное говно. Если бы это было бы там типа продолжением как типа ближе хотя бы предпоследней там какой-то части этой игры, ну, там, например, в Бескотомском университете, там что-нибудь типа такое было бы, и там, не знаю, Некрономика, там можно было бы сойти с ума, еще что-нибудь типа такого было бы вообще, ну, как-то даже лучше, но вот так вот, типа от портала телепортнулся и умер после того, как ты пожертвовал жизнью одного из своих спутников, ну, хуй, ну, вообще, ну, как-то странно. Я чувствую себя обманутым каким-то. Я, типа, э, своим солдатам, блин, пожертвовал, чтобы пройти дальше по игре. А в итоге там, получается, я пожертвовал солдатам, чтобы закончить игру. Какая-то тупая херь, не кажется, типа. Ну, то есть смерть этого солдата реально кажется мне бессмысленной теперь, моего компаньона. После всего, что вот случилось, типа, я ему еще говорил, да ты еще там, типа, ты выполнил там, типа, роль, там, туда-сюда. Ты умер не напрасно, там, типа, все будет отлично, типа. Ну, короче, какая-то шиза вообще. Тупо концовка вот игру очень сильно портит. Это... Это... Ну, это факт. Просто факт, ребят. Жалко, что так получилось. Игра прям реально была супер хороша. Думаю, вот даже, ну, как бы люди смотрят с интересом, но потом смотрят на эту концовку и такие, типа, «Ха, ну нахер. И все. Ну, Милитант, да, это в принципе правильное дело, что не будешь играть в эту игру, потому что ты потратишь свое время. Отчасти будут хорошие интересные моменты, там в начале, в середине, ну и там ближе нет, только вот в начале, в середине, на самом деле, а ближе к концу, там, типа, ну, там, моменты, ну, там как-то начинает сбавлять обороты игра, ну, серьезно, там, начинаешь получать клеймо какое-то, не особо там все как-то это прикольно. Так что такое себе там начинается все.
Блин, вот если бы я ставил этой игре какую-то оценку, там, ну, если бы я ставил этой игре оценку, то ну, тупо 7 из 10, наверное, и все. Концовка просто портит все в этой игре. Просто кажется, как будто вот тебя украли твое время, и теперь его не вернуть. Это просто жестокий обман. К сожалению, оно так. Да. Ладно, давайте-ка будем закругляться. Не знаю, завтра стрим какой-нибудь проведу. Ну, не знаю какой, по какой игре. Ну, возможно, это будет Surge 2. Либо Tomb Raider, кстати. Как, ну, там, ну, это демо-версия Tomb Raider. Эту игру лучше пострим Pillars of Eternity. Ну, что-то такое помню. Ну, слушай, вот Tomb Raider, есть одна игра, она прям выглядит как в первой части, ну, в плане там главной героини там и так далее, но на новом движке, на Unreal Engine 4, и все просто классно там смотрится. Я немного в него поиграл, и, блин, фанаты этой игры просто четко все сделали. Либо хоррор, может быть, поиграть. Акамон Манто называется игра. Стрёмная хрень, как по мне. Ужастики, ну, типа японского хоррора, там стремота полнейшая, какая-то стрёмная хрень. Ну, а насчет пиларсов, ну, пиларс это, ну, слушай, ну, не знаю. Pillars of Eternity лучший вариант хороший РПГ, который сразу не кончается. Да, я как-то немного устал от этого РПГ. Я бы вот с удовольствием поиграл бы в него, но чуть попозже, наверное, что ли. Серьезно. Устал я пока от РПГ. Через игру, наверное. Через игру. Вот что-нибудь такое вот сыграю, другое, немного иного жанра. Может быть, даже похожий на такой вот РПГ. Но, ну уж точно не Pillars, мне кажется. Pillars, потому что это будет дичь полнейшая. Не то чтобы я, типа, как-то осуждал эту игру или там, типа, хейтил ее. Она наверняка хорошая, ее часто вот показывают, стримят, ее прямо это её хвалят, но я пока и в него играть не собираюсь. Так, ладно. Всем спасибо, кто был. Милитант, спасибо тебе, что заходил. Спасибо, что подписался. Всем остальным тоже спасибо большое. Заходите почаще. Стрим следующий у нас будет завтра. Подпишитесь, поставьте там уведомления, чтобы не пропустить. Точного времени сказать не могу, когда начнется стрим. Так что, как бы так. Все. Всем пока. Всем пока.